наши гости, уважаемый президиум. Во-первых, от имени нашего Министерства образования и науки я всех приветствую и искренне выражаю вам благодарность за то, что вы сегодня обсуждаете такие серьезные вопросы, которые действительно нужны нам, нашей республике, нашей стране. Убежденный человек в том, что наука может сделать жизнь человека намного лучше, чем сегодня, и может сделать хозяйство развивающим и динамичным и современным с теми подходами, которые уже наработаны наукой. Применить в развитии сельского хозяйства, технологий, обучение детей, продолжать поддерживать и дальше развивать совместными усилиями. Кирилл Сергеевич, Леонид Николаевич, уважаемые наши друзья, гости, сегодня я всем пожелаю успешной работы. Мы готовы, мы открыты и очень надеюсь, что те обсуждения, рассуждения, которые были у нас и есть, они действительно будут реализованы в полной мере. Our dear friends, today I hope that сотрудничества грамотой главы Республики Саха-Якутия награждается Дольченко Александр Семенович, академик Российской Академии Наук. Тема «Четвертая научно-техническая революция в сельскохозяйственной науке. Вызовы и перспективы». now we would like to give the word to Kolkhoz Kirill Sergeyevich, who works in Siberian Federal Science Center of Agrobiotechnologies, on his presentation. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Михаил Петрович, все участники этого замечательного мероприятия. Во-первых, я, наверное, хотел бы пару слов сказать вступительных. Международная научно-практическая конференция «Аграрная наука сельскохозяйственному производству Сибири, Монголии, Казахстана и Болгарии» была учреждена в 1998 году Сибирским отделением Россельхозакадемии и Монгольской академией аграрных наук. Затем уже соучредителями стали Монгольский государственный университет наук и жизни, Аграрный университет, Национальный аграрный научно-образовательный центр Республики Казахстан, Сельскохозяйственная академия Республики Болгария и Новосибирский государственный аграрный университет. А далее в число соорганизаторов и активных участников вошли отделение аграрных наук Национальной академии наук Беларуси, представители китайской аграрной науки, это Китайско-российский центр по научно-техническому сотрудничеству в области сельского хозяйства, Белорусской академии сельскохозяйственных наук. Hello, dear friends. I would like to welcome you all to my presentation. It's almost 8 billion and growing every year. Вы видите, что по регионам численность распределена неравномерно. Есть быстро растущие регионы Азии, есть более медленно растущие. В последнее время Африка очень сильно прибавляет. Это все, несомненно, влияет на мироустройство, на расклад сил и на то, чем должна заниматься аграрная наука. On this graph right here, you can see that the growth in population is different depending on the regions, like the fast-growing region of Asia and Africa, and that influences the political scale of the world. Климатические изменения, которые в последнее время стали одной из самых актуальных проблем мира, они, конечно, тоже не могут не влиять на аграрную науку. The climate change that has been happening all over the world also influencing agricultural sciences. На данной диаграмме отображена возможная прогностическая модель мира в 2100 году. On this figure right here is a possible prognosis of climate change for the year 2100. Вы видите, что темно-коричневым отмечены территории, потенциально непригодные для жизни, поскольку средняя температура к этому времени в этих областях среднегодовая может заходить за 40 градусов. Там, значит, министерства их науки и промышленности собрались, там представители университетов, их научных сообществ, общество Генгольца, общество Фраунгофера. Вот, они предложили, что вот будет такая, значит, индустрия 4.0, которая изменит все. И вот этот процесс, он сейчас идет,
нам просто необходимо на этот момент каким-то образом реагировать. Мы не можем стоять в стороне. Те вызовы, которые я назначил в начале доклада, они достаточно серьезно будут влиять на все процессы. И вот это вот окружение технологий, возникновение интернета вещей, больших данных, печать, вот квантовых вычислений, вы знаете, квантовый компьютер, один маленький квантовый компьютер делает сейчас больше, чем целая комната, заполненная серверами, там, суперкомпьютерами современности. Это просто следующий шаг, мы ничего с этим не сможем поделать. Необходимо будет просчитывать модели, те же самые климатические изменения. Сегодня это достаточно такая тонкая вещь, место для инсинуаций. Одни ученые-климатологи говорят, что это наступит в 2074 году, некоторые говорят, что там в 22 веке, в 23. Мы можем воспринимать их просто как такие интересные факты, но необходимо сдвигать технологии, которые находятся сейчас в сельском хозяйстве, потому что без новых процессов мы ничего не сделаем. Можно следующий слайд? Много маленьких и не очень маленьких средних компаний взяли на вооружение эти технологии. Например, естественного земледелия сейчас практически невозможно рассуждать о крупных каких-то корпорационных входах. Да? То есть все крупные корпорации сейчас имеют у себя в составе крупные R&D-центры, которые иногда по размеру сопоставимы с научно-исследовательскими институтами, потому что они решили, что им проще делать это внутри. Вот точное земледелие — это когда вы точно можете сказать с помощью дронов, которые сейчас вешают мультиспектральные и гиперспектральные камеры, дрон, летая над поверхностью, собирает всю информацию о том, может собрать информацию о засоленности, о функциональном состоянии растений. То есть вам, в принципе, не нужно ходить каждый день агроному и смотреть, проверять длину листа. Все это за вас может сделать машина. Можно следующий слайд? И у вас есть прогнозы, вы можете ядовитую часто подлить, и наоборот, там где-то подсыпать удобрений. Автономный транспорт, не так давно это считалось еще такой большой сказкой. У некоторых сейчас компаний есть собственные решения, например, там Сбербанк заявился, что есть маленький стартап внутри, который сейчас уже вылился в отдельную компанию. То есть, в принципе, это совершенно спокойно. В чем здесь преимущество автономного транспорта? Преимущество в том, что вы можете более точно двигаться по полю, уменьшая повреждения. То есть там разворот до сантиметров рассчитывается. То есть человек, боюсь, что не в каждой ситуации сможет так четко управлять. А робот, он позиционируется со спутника, он видит все это с высоким разрешением, поэтому это то, что вот сейчас уже начинает потихоньку. В Европе это тоже находится в стадии зачатков, то есть не все компании могут себе позволить покупать автономный транспорт, но боюсь, к этому все придет, поскольку все больше и больше должны обрабатываться площади. Вы помните, что практически половина, вернее, мирового чернозема находится у нас, нам необходимо эту землю, конечно, беречь, нам необходимо ее грамотно обрабатывать, чтобы не терять, нам необходимо из оборота. Следующий слайд, пожалуйста. Цифровое поле — это такой прям момент, то, к чему это тут движется. То есть это совокупность интернета вещей, базы данных, это когда вы на площадке, у вас управление, как предполагается, в будущем сельскохозяйственных производств будет в кабинете, типа Центра управления полетом космическими кораблями. Я, прежде чем приступлю к докладу, хочу передать большой привет и лучшими пожеланиями от нашего бывшего президента Россельхозакадемии Геннадия Алексеевича Романенко. Вот 25 лет руководил нашей академией. Мы оттуда все с вами вышли. Вот, и я думаю, следующий можно тогда сразу. Вот это вперед, да? Вот, мы оттуда все вышли. И пожелать, он сказал пожелать всем здоровья и говорит, мы всегда следим за вот этой конференцией, которая у нас проходит уже 24 раза, а 25-й раз будет уже, она будет, так сказать, освещаться, ну, более, так сказать, торжественной, наверное, обстановке, потому что не будет, наверное, коронавируса на следующем году. Ну, я специально и открыл вот этот вот слайд, где видно, что сколько, 6 лет тому назад организовался новый наш центр, вот, федеральное государственное бюджетное научное учреждение, Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологии РАН. Мы сделали только таких, у нас сегодня 4 центра, но мы сделали РАН, это только наш центр. Ну вот, значит, перед вами директор наш, молодой новый директор, значит, главкласс Кирилл Сергеевич сегодня выступил с таким достаточно очень емким и хорошим докладом. Ну а
мне приходится, так сказать, уже углубляться и говорить о тех научных достижениях, которые, в общем-то, у нас, какая-то часть этих достижений сегодня у нас выполняется. Вот вы видите, что объединены у нас 11 институтов. Сегодня по инициативе Кирилла Сергеевича мы еще 3 института к нам добавляем. Я считаю, что это очень правильно. Вы видите, что достаточно много у нас и научных сотрудников, и докторов, и, значит, кандидатов наук. Да? Чего идет дальше? Вот. Ну, если говорить об экономике, то сегодня в экономике, вы знаете, прогресс и прогрессивно, да? Сегодня самое главное. А у нас вот в биологической науке все-таки биотехнология, новейшая биотехнология. Это наука о генно-инженерных и клеточных методах, технологиях создания и использования генетически трансформированных, модифицированных растений, животных, микроорганизмов, вирусов и так далее, и так далее. Я, как буду говорить, вы посмотрите. Я хочу сказать, что эта наука, в общем-то, не сегодня родилась. Она родилась очень давно. Еще в 1814 году петербургский академик Крихгоф Константин Сигмундович, он родился в 1764-1833 году, он ушел из этой жизни, открыл впервые биологические явления биологического катализа. Когда он пытался, он и сделал, получил сахар или глюкозу из отечественного сырья крахмала. Уже в то время, представляете, а впервые термин биотехнология применил венгерский, вот прямо сельскохозяйственный инженер Карл Эрике, или Эрик Карелли, так еще называют. В 1878 году он родился, в 1952 году умер. Вот этот человек, значит, впервые вот этот термин ввел в, так сказать, в нашу сельскохозяйственную биологическую практику. Я не буду дальше, там целая плеяда еще ученых, я только хочу сказать, что в 1999 году на рынок было выпущено первые трансгенные растения. Сначала томат, а уже в 2010 году трансгенные сельскохозяйственные культуры выращены были уже в 29, как бешенство, бруцеллез, туберкулез, сибирская ясва, губчатая энцефалопатия, лептоспироз, рожа свиней, сам, трихинеллез, хламидиоз и так далее, и так далее, и тому подобное. Следующее. Ветеринарной наукой за последние годы решено многочисленное количество научных разработок с использованием биотехнологических приемов, гибридизации, биоинженерии, биоинженерии и для разработки различных диагностических тестов, химических препаратов, вакцин, сывороток, контроля эпизотического процесса проведения при этих выше заразных заболеваний. Вот позвольте мне осветить этот аспект на примере нашего Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока, следующий с нашего центра. Вот основные направления какие? Вы видите, здесь достаточно большой ареал этих направлений. Кадровый состав 86 исследователей, 1 академик, 1 член-корреспондент, 22 доктора и 41 кандидат. То есть кому работать есть. Следующий. Вот инновационное направление обеспечения ветеринарного мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности ветеринарного благополучия. Следующее. Основные разработки – это теоретические основы противоэпизотических систем, диагностические тест-системы, биочипы, приборы для ветеринарии. И вот новое сегодняшнее интересное направление. Мне пришлось стоять у этого направления, пытаться его отстаивать. Доктор у меня один есть. Это гомеопатия или гомеопатические препараты. Ну, вот, пожалуйста, первое, это система ветеринарно-санитарных мероприятий. Вы это все знаете. Следующий. Это на примере, значит, нет, сюда, дальше, сюда. Ну, еще дальше. Это мы сразу ушли. Еще дальше. Александр Семенович,
у вас еще сколько материалов? Еще мало. Еще мало. Принимается. Ну, значит, вы знаете, что и вы занимаетесь, и мы занимаемся системами, которые позволяют... Так далее. Ладно, вот, следующий давайте. Если бы вот этого не было... Вот дальше я хотел бы сказать о тест-системах. Можете просто так проскочить, а я расскажу быстренько. Это система диагностики лептоспироза. Вы знаете, это заболевание достаточно сложное. Болеет и человек, и болеет животное. Тест-системы для выявления больных, инфицированных различными вирусами и человека, и животных. Это, значит, тест-системы для диагностики и профилактики лейкоза. Применение антимикробных препаратов. Сегодня более 40 лекарственных групп применяется, более 200 препаратов. Но сегодня антимикробных. Но сегодня для терапии и профилактики они применяются инфекционных болезней, увеличение производства продукции животноводства, качество стимуляторов роста применяется. Есть положительные, есть отрицательные стороны, я не буду об этом говорить. Рынка ветеринарных препаратов, низкая локализация производства мяса и молока, устойчивость микроорганизмов к антибактериальным препаратам, дальше. Ужесточение санитарного норм содержания животных. Я не буду говорить о основных характеристиках в 1920 году, а только в 1940-1941 году английские врачи применили его впервые на людях. И вы понимаете, мы бы в войне потеряли еще больше людей, если бы не было вот антибиотиков в это время. Такая ситуация сегодня. У меня препарат был против туберкулеза неозонный. Я десятки лет его внедрял. В конечном итоге оздоровились с этим препаратом практически всю Сибирь. И до сегодняшнего дня он не утвержден. Потому что есть люди, которые считают, что этого делать не надо. Вот такая ситуация. Так вот, значит, циолиты, я не буду их расшифровывать, пробиотики и бактериофаги. И препараты, содержащие сверхмалые дозы лекарственных веществ. Вот эти препараты последние очень интересные. Сегодня говорят о том, что любое лекарство это вызывает, значит, в больших дозах может вызвать и положительное, и отрицательное влияние на животного человека, а в малых дозах, наоборот, может этот же препарат положительно сыграть вот на судьбу того или иного животного или человека. Поэтому я думаю, что я далеко не раскрыл суть наших разработок, но хочу сказать, что вчера мы заслушали доклады Неустроя Михаила Петровича. Примерно мы в унисон с ними работаем, примерно одинаковые у нас результаты, и мы друг друга, если объединим, мы друг друга дополним намного вот, в плане развития антимикробных препаратов, которые бы заменили, значит, пенициллины всевозможные и другие, значит, антибиотики. В этом плане нам надо с вами работать, и в этом плане, я думаю, мы работаем. Спасибо. Слово для доклада предоставляется Лебедеву Михаилу Петровичу, члену-корреспонденту Российской академии наук, председателю Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. Тема развития приборной базы институтов, станций и полигонов Федерального исследовательского центра Якутского научного центра Сибирской академии Российской академии наук, Сибирского отделения Российской академии наук. Основа интеграционных исследований мирового уровня. We now would like to give word to Lebedev Mikhail Petrovich, corresponding member of the Russian Academy of Sciences, chairman of the Federal Research Center Yakutsk, Scientific Center of the Siberian branch of the Russian Academy of Sciences. His topic is development of the instrument base of institutes, stations and polygons, the basis of world-class integration research. Спасибо, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Я от имени Президиума Якутского научного центра приветствую вас в связи с открытием нашего форума. Форум направлен для решения очень актуальных задач. Он исторически слаженный,
Но, тем не менее, вот этот год, вы сами понимаете, особенный, и поэтому я хочу особенно поприветствовать наших гостей, которые приехали в нашу республику, несмотря на пандемийную ситуацию, несмотря на то, что здесь у нас в республике очень тревожная ситуация. Я особенно приветствую наших зарубежных гостей, которые активно принимают участие в нашей конференции. Еще раз хочу сказать, что тема чрезвычайно актуальная. Предыдущие доклады об этом говорят, вернее, несколько цифр, которые они приводили, как раз об этом и говорят. Идет достаточно большой рост населения, в то же время мы недостаточно внимания уделяем технологиям, особенно биотехнологиям, которые бы помогли, чтобы был паритет роста населения и в то же время их очень благополучного, комфортного проживания. И, конечно, для решения данной проблемы научное сопровождение имеет очень огромную роль, первостепенную роль. Ну, об этом руководство нашей страны прекрасно понимает, и вот в это сложное такое переходное время в нашей стране этот год объявлен годом науки и технологий. Это тоже подтверждение того, что эту задачу нам всем вместе надо решать. Ну, я представляю Федеральный исследовательский центр, который является такой научной системой, где продолжает свою деятельность 7 институтов. Вот на слайде они видны, ну, в том числе вот Якутский институт сельского хозяйства, один из наших значимых институтов, который имеет очень огромную историю, огромный потенциал и, безусловно, те дисциплинарные проекты и программы, которые мы проводим, они основываются на научных школах, на результатах, которые получены в ЕНИИСе. Вот наши институты, вы посмотрели, они в основном, естественно, научного направления, и те лабораторные исследования, те исследования, которые мы проводим на наших стационарах и станциях, они очень важны. Мы должны обрабатывать лабораторные наши данные, чтобы они стали научными фундаментальными результатами. Поэтому мы свои исследования проводим на наших научных станциях и полигонах. Вот первый полигон, он связан с деятельностью Института биологических проблем криолитозоны. Вы видите, оно занимает достаточно широкую площадь, и начиная от 60 до 70 градуса северной широты, и вот в этих более 1500 километровом таком диапазоне мы ведем мониторинговые исследования. Вот один из успешных станций находится в местечке Спасская Пань, это под городом Якутска, тоже оснащенная достаточно на высоком приборном
статусе условия для жителей нашего региона, нашей республики. И вот те вопросы и задачи, которые мы изучаем, и природной среды, различные физико-химические методы, внедрение новых технологий и получение новых сортов сельскохозяйственных культур, разработка получения новых биологических, ветеринарных препаратов. Это все задачи, которые мы получим в результате успешной работы научного центра мирового уровня. Наш руководство нашей республики Борис Алексеевич, правительство, парламент и все населенные пункты, главы, все жители, вся молодежь, все объединились воедино, и все-таки стихией идет борьба. И мне кажется, уже переломный этап произошел, и Бог тоже на нашей стороне сделал так, что и дожди пришли. И сегодня один из таких лучезарных, хороших дней, можно сказать, не беспокоясь, не дыма, да? И боязни нету, что нас проблем каких-то родственников, наши моря, нашу территорию где-то затронет. И вот в это время мы начинаем наш такой большой форум, который транслируется во многих странах, начинаем работу. И, наверное, это первое такое международное мероприятие, да, проводимое в такой трудной чрезвычайной ситуации. И всегда сельское хозяйство было всегда, как говорится, впереди, потому что человек же ведь начинает что делать? Утром просыпается завтра. Форум наш «Аграрная наука сельскохозяйственного производства в Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси, Болгарии и Китае состоялся и существует благодаря нашим коллегам, таким людям, как Александр Семенович Домченко, Благаш Бямба и тем, кто стоял у истоков создания. Уже предыдущий наш выступающий отметил, что более 32, почти 33 года прошло, как этот форум был организован, и сегодня действует, да, и будет дальше действовать и приносить пользу. Этот форум аккумулирует и объединяет интеллектуальные силы аграрной науки Казахстана, Монголии, Беларуси, Китая и всей Сибири для решения определенных задач, актуальных проблем времени регионов и стран с традиционными отраслями сельского хозяйства. Аграрная политика республики направлена на обеспечение продовольственной безопасности, развитие конкурентных преимуществ отечественной продукции, повышение эффективности сельскохозяйственного производства. Для решения актуальных проблем отрасли АПК в республике приняты ряд нормативных документов, начиная с указа главы республики, где четко определены параметры, которые нам необходимо достичь для того, чтобы республику нашу обеспечить экологически чистой, натуральной, брендовой, органической продукцией, а затем уже излишки реализовывать за пределами нашей республики. Здесь развитие агропромышленного комплекса инновационно сопровождается научным сопровождением. В основном это делает научно-исследовательский институт сельского хозяйства уже в течение 65 лет. И за это время сделано очень много научно-исследовательских работ, много открытий, изобретений, патентов.
производству сделана очень большая такая помощь. И вместе с научно-исследовательским институтом работает Арктический аграрный технологический университет, который, конечно, все свои научные кадры брал всегда в научно-исследовательском институте сельского хозяйства. Поэтому вот эти два крупных сейчас научных организаций работают вместе, и научные проблемы решаются, кадровый потенциал решается, и в дальнейшем, наверное, вот этот симбиоз даст очень большие результаты, которые будет ощущать не только наша республика, не только арктические территории, но и Российская Федерация и другие с нами сотрудничающие сопредельные государства. Якутский научно-исследовательский институт за эти годы создал 24 сорта зерновых, 14 сортов многолетних трав, 2 сорта картофеля, 10 сортов ягодных культур, 3 породы оленей, 2 породы лошадей, табунных лошадей, 2 типа лошадей тоже табунного производства. Получена новая селекционная форма животных на основе межвидовой гибридизации домашней овцы со снежным бараном Чубуку до 3-го поколения гибридного потомства. Разработаны и внедрены в производство новые технологии возделывания сельскохозяйственных культур, содержание, кормление, воспроизводство животных. Разработаны и утверждены вакцины против МИДа и сальмонеллезного аборта, пробиотик сахаропроктисуптил, завершены испытания 5 вакцин против вирусных и бактериальных болезней лошадей, 3 пробиотика, разрабатываются ферментные препараты, закваски, кормовые добавки, бактериофаги. В целях производства и коммерциализации разработок организована ООО НПЦ «Фатуба» по производству биопрепаратов и ООО «Наука» по семеноводству сельскохозяйственных культур. Таким образом, практически полностью реализована задача, которую ставит президент страны Владимир Владимирович Путин о развитии биотехнологий науки в нашем институте. Наши разработки уже хорошо с ними ознакомлены глава республики, председатель правительства, парламент, и они должны в этом году использованы для того, чтобы бороться с такими заболеваниями, как сальмонеллезный аборт. Мы лошадей, и в этом году, не только в этом году, а постоянно идет развитие этих заболеваний у якутских лошадей. Но мы это делаем вид, что не ощущаем, но тут все-таки вспышка большая была в Княгинском русле, где в одном населенном пункте 72 головы лошадей кобыл болели этими заболеваниями, и в результате 72 потеряли свой приплод. Это очень ощутимо, а по всей республике это, если взять это, то будет очень большой урон, затраты. В основном это касается для частников. Поэтому наши разработки, конечно, будут внедрены, и председатель правительства сейчас ищет пути, каким образом использовать. И в поиске Министерства сельского хозяйства финансирования. Но мы должны найти подходы. Подходы такие, рыночные подходы, в то же время используя нормативные документы, которые есть, и должны идти предпринимательству, бизнесу, этот бизнес должен быть. А бизнес это предприимчивый человек это может решить. Да, конечно, все взвалить на науку нельзя. Здесь сделано что? Вы произвели вакцину, вы же их производитель доведите до получателя, вы же вылечите, профилактируете эти заболевания, вы же маркетинг проводите, вы же
создайте рынок сбыта, вы же получите прибыль, а если получите прибыль, то заплатите все налоги. Понимаете? И еще содержите своих сотрудников, им зарплату, все затраты. И, конечно, за затраты и содержание помещений, там, ЖКХ, все. Вот так мы смотрим на передовую науку. Понимаете, лозунги-то хорошие, а решений практических почему-то очень мало. Поэтому уже пришло время, если мы будем также сидеть и ждать, да, если ученый будет ждать, когда увидев проблемы и не будут решаться эти проблемы, да, то проблемы начнут заниматься учеными. Это мы аграрники, но есть же ученые-политики, есть же ученые-экономисты. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому вот наше сегодняшнее вот это пленарное заседание, еще завтра круглый стол будет, мы там должны это затронуть, и нас должны услышать и правительство, и парламент, и политики, и наши депутаты Государственной Думы и так далее, потому что дальше так жить нельзя. Потому что мы это будем ощущать под влияние глобализации, влияние потепления, влияние всего и вся. И от нас, от ученых, ждут именно там, на селе, где очень трудно, но все-таки там наши корни. Я бы хотел бы еще, продолжая, закрепляя его в политическом отношении и в научном, экономическом здесь сопровождении, так как опыт у меня в этом направлении есть, работая депутатом и в руководстве вузом. Я это все прошел, эти этапы, так что мне можно об этом говорить, наверное, да? Но из-за ограничения времени, некоторые я вот эти моменты пропущу, так как в основном остановлюсь на новых направлениях, которые мы хотели бы предложить. Это подготовлен у нас новый проект «Современные парадигмы кормопроизводства в экстремальных условиях арктических широт» для решения комплексных проблем кормопроизводства и животноводства, направленный на создание инфраструктуры для привлечения и закрепления специалистов сельского хозяйства, способных развивать производство в долгосрочной перспективе. Основной задачей является обеспечение сельскохозяйственных животных экологически безопасными кормами, возделываемыми в закрытом грунте. В закрытом грунте, я говорю. Создание современных, комфортных и механизированных рабочих мест для местного населения впервые будут изучены, нами уже изучаются, но мы это в широком смысле говорим. Впервые будут изучены современные парадигмы кормопроизводства в закрытом грунте с бесперебойным обеспечением сельскохозяйственных животных зеленым кормом в зимнее время и получение 3-4 урожаев зеленой массы за вегетационный период в экстремальных условиях арктических широт. Фундаментом эффективного, динамичного и последовательного решения перечисленных задач выступит оснащенный всем необходимым закрытый грунт. Тут, вот смотрите, в Африке, в Турции какая проблема, в Израиле? Там проблема жары. Откуда жара идет? Сверху. Так же солнце светит. Вот жара откуда идет. А поэтому они укрываются от солнца. Тогда любые урожаи они получают. Защита. А у нас откуда идет проблема? Это холод. Да? Холод-то не снизу идет, тоже сверху. Тогда надо укрываться от холода. Поэтому проблема одна и та же. И решается оно одинаково. Строится большая теплица. И в этом случае мы оберегаем от холода и можем спокойно выращивать. Пожалуйста, слайд 10, да? 1 квадратный метр закрытого грунта эквивалентен 5 квадратным метрам открытого.
Круглогодичный сбор урожая с меньшим количеством ресурсов и меньшим возделыванием на окружающую среду. Третье. Здесь исключены случаи неурожая вследствие неблагоприятных погодных условий, воздействия природных катаклизмов или вредителей. Четвертое. Продукция, возделываемая в закрытом грунте, является экологически чистой, без гербицидов, пестицидов и удобрений. Здесь в основном мы будем использовать перегной. Пятое. Снижение уровня многих инфекционных заболеваний сельскохозяйственных растений. Шестое. Использование солнечной энергии. Новые рабочие места для нашего аграрного сектора. И последнее. Использование эффективного, доступного светодиода с изменением спектра для оснащения закрытого грунта. Что делается, например, в университете Чиба и Японии. Проект будет выполняться в 3 этапа. В результате проведенных исследований будут построены сельскохозяйственные угодья по проекту современного кормопроизводства в закрытом грунте с использованием районированных сортов местной селекции кормовых культур, сформировано круглогодичное бесперебойное снабжение высокопродуктивными зелеными кормами сельскохозяйственных животных в закрытом грунте с мерзлотным режимом функционирования, разработаны парадигмы современного кормопроизводства в экстремальных условиях арктических широт. Как и во всем мире, в республике зарождается спрос на экологически чистую органическую продукцию. Для республики Саха развитие органических производств сельскохозяйственной продукции должно стать одним из путей повышения эффективности функционирования всего агропромышленного комплекса. Рынок республики органических продуктов обладает огромным потенциалом, обусловленным рядом предпосылок. Наличие огромной территории с благоприятной экологической ситуацией, с ее уникальным биоразнообразием, высокой водообеспеченностью. Большая площадь продуктивных земель Якутии – это примерно 3 миллиона 100 тысяч квадратных километров. Это примерно как Казахстан плюс Московская область, что представляет собой 34% от общероссийского показателя. Опыт ведения пастбищного животноводства и наличие аборигенных пород скота, приспособленных к условиям содержания, близким требованиям органического сельского хозяйства. Доля кормовых угодий в общей площади сельхозугодий это где-то 92%, это 1,5 миллиона гектаров. Производство сельскохозяйственной продукции сосредоточено до 75% фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств, что не позволяет полностью использовать интенсивные методы ведения с применением различных технологий. В связи с сохранением традиционных отраслей сельского хозяйства республики есть возможность разработать свой собственный бренд в сфере высококачественной сельскохозяйственной продукции. Вопрос выделения табунного коневодства северного домашнего оленеводства как потенциальных традиционных подотраслей, подходящих для производства органической продукции, является актуальным, но полностью он еще не изучен. В сентябре 2023 года в Якутске будет проведен Всемирный саммит по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, где мы должны подготовиться и выработать предложения по проведению и реализации плана основных мероприятий в связи с председательством Российской Федерации в Арктическом совете 2021-2023 года, утвержденного председателем правительства Российской Федерации Мишустиным от 30 апреля 2021 года. Мы перед собой ставим задачу провести международные научные исследования, в том числе экспедиционных, которые мы планировали провести, состояние арктических экосистем, изучение глобальных климатических изменений и изучение Арктики, включая проработку дополнительных мер государственной поддержки проведения таких исследований, повысить уровень развития аграрного сектора, науки и образования как определяющий фактор экономической и общественно-политической стабильности страны. Вот 2 года назад, когда мы провели 22-ю
конференцию, форум, мы четко на круглом столе отметили, что нам надо провести экспедицию до Северного Ледовитого океана, и эту экспедицию посвятить изучению, именно изучению влияния потепления на традиционные отрасли, такие как оленеводство, табунное коневодство, традиционное скотоводство, охота, промысел, рыболовство. И вот там были высказаны идеи и предложения, которые практически сегодня уже начинают применяться, и влияние вот потепления, как скажется, вот эти же пожары, эти же сейчас у нас страдают от заболеваний. Раньше таких заболеваний не было, они появились, такие как то, что переносит иксодовый клещ, которые уже шагнули за полярный круг. Очень много инфекционных заболеваний появляется. Это оленеводство, возможно, страдает оленеводство, страдает табунное коневодство, страдает рыбный наш промысел, страдает охотничьи наши ресурсы. Но кто это учитывает, кто это изучает? Поэтому вице-президент РАН Донь Екатерина Михайловна очень определилась, что она хочет изучить влияние, есть ли лейкоз, есть ли вирусные заболевания у северных оленей, практически как оно идет. Вот практически это же возможно связано, тоже параллельно идет изменение, что и коронавирус, вирусной инфекции. Так что вот эта актуальная сторона, она со всех сторон должна быть. И вот эта Лена река наша, она единственная, практически более чистая река в мире осталась. И ее изучение, ее сохранение, она же вытекает из Байкала практически. И здесь мы должны обратить большое внимание, объединить усилия и в следующем году все-таки провести экспедицию оленей и до Тикси. Вот, спасибо за внимание. Для вручения наград приглашается Лебедев Михаил Петрович, член-корреспондент Российской академии наук, председатель Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. За значительный вклад в развитие и повышение роли аграрной науки Сибири, внедрение достижений науки в сельскохозяйственное производство, за пропаганду и активное участие в развитии международного научного сотрудничества. Благодарностью правительства Республики Саха-Якутия награждается Голохваст Кирилл Сергеевич, исполняющий обязанности директора Сибирского федерального научного центра агробиотехнологии Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии образования. За значительный вклад в укрепление международного научного сотрудничества и в связи с столетием установления дипломатических отношений между Монголией и Российской Федерацией грамотой правительства Республики Саха-Якутия награждается Бадарч Берба, президент Монгольской академии аграрных наук, академик Монгольской академии аграрных наук, иностранный член Российской академии наук, профессор. Уважаемые коллеги, решением ученого совета Сибирского федерального научного центра агробиотехнологии РАН 16 августа, протокол номер 14, было решено присвоить звание почетного доктора Сибирского федерального научного центра агробиотехнологии Российской академии наук и нагрудный знак Владимиру Леониду Николаевичу, директору Иркутского университета хозяйства. Решением того же ученого совета было принято решение присвоить, также наградить настольной медалью имени академика Синягина Ираклия Ивановича Михаилу Петровичу Неустроеву, доктору ветеринарных наук, главному научному сотруднику
Хотел с вами обсудить, это как бы презентация некой программы, как нам дальше нашему сообществу действовать для того, чтобы улучшить жизнь наших народов, размещенных в очень экстремальных условиях. Первое, с чего я хотел бы начать, это, пожалуйста, если есть здесь вегетарианцы, то я их прошу не слушать меня. Вот, ибо продукция животноводства, она такая, знаете, для региона Сибири она актуальна, для региона Африки она не столь актуальна. И поэтому наша территория огромна, занимает больше 66%, если считать Запад, Восточную Сибирь и Дальний Восток. Но они, извините, полупустые стоят. Не так эксплуатируются, как в Краснодарский край, например, и Франция, и другие территории. Поэтому здесь есть свои особенности, которые надо знать. И вот если посмотреть на таблицу, мы видим, сколько зон размещено на этой территории. А каждая зона характерна своими особенностями. Кому, как не вам, лучше представлять, что из себя представляет территория, находящаяся в 1000–1500 километрах от Якутска. Они радикально различаются. И для этих зон нужно иметь животных, приспособленных для выживания, для репродуцирования в этих условиях. Следующий, пожалуйста. Вот я уже сказал об этой части левой. Мы видим, что новые породы, которые сейчас создаются, они как раз именно создаются, чтобы могли экстремально с пользой для нас с вами и для себя существовать в этих условиях. Я здесь представлю. Но я буду больше акцентировать внимание на мясном скотоводстве, потому что говядина – один из продуктов, которые нравятся большинству населения. Есть, конечно, приоритеты птицы, там, свинина разная, но все-таки преобладает эта говядина. И вот, несмотря на ряд постановлений, их было уже 2, наверное, последние, это 9-й год, и дальше за ним после 13-го еще постановление появилось о развитии мясного скотоводства. И развивается оно очень скачкообразно. Если видите, какие цифры кривые идут, то увеличивается, уменьшается. Это еще и зависит от датирования. Сюда включают порой и яков в это же число, потому что производство мяса датируется от крупного скота и схожих животных с ним. Так вот, на этой территории, на нашей Сибирском федеральном округе, преобладали, и пока еще преобладает берефордская порода, казахская белоголовая, но начинает интерес проявляться к ангусам, я потом скажу позже почему, ну и другие породы существуют. Их пока никто между собой не сравнивал, он отказывается листать почему-то у меня. Попробуйте сдвинуть с места. И вот это работа не только Института животноводства Сибирского, это работа и предприятий всего региона. И вот для этих зон, которых я отметил, уже созданы такие, вот первый тип садовский, это компактный скороспелый тип, который 15 месяцев уже созревает и готов к употреблению. А вот следующий ниже, это следов мрамора не видно даже. А уже когда его покормишь подольше, видите, уже проявляется. Ну, не скажу, что это мраморность, но, по крайней мере, жировые прослойки, которые определяют нежность, сочность мяса, они более существенно выражены. Это тоже вот один из вопросов, как правильно кормить животных. А это вот мечта. Это вот как раз верх совершенства, которое присуще породам хану и вагью. У меня даже письмо есть, подписанное начальником глав по животноводству, когда мы вместе с вашими коллегами хотели завести сюда семя от этих животных и немножко улучшить нашего сементала. Сементал постный, я скажу сразу. Мясо у них крупноволокнистое, но вот там той нежности, это похоже чем-то, если на рынке на вашу северную. Нежное и постное довольно. Ну и вот
я еще хочу показать, что вот эта мраморность присуща далеко не всем породам и в разной степени. И вот здесь видно, что казахский белоголовый, он генотип ТТ 3,5%, а у Агриппин мамруса она больше гораздо. И вот наша задача как раз нарастить вот этот генотип ТТ, которому присуща мраморность мяса. Занимались селекцией животных с более высокой энергией роста. Все, на этом кончалась у нас работа. А вот все остальные признаки, обуславливающие устойчивость к холоду, мраморность, адаптация технологическая, продуктивность, выносоустойчивость и далее молочность, крепкость копыт, обросость, материнское качество – это все, что нам нужно учитывать при дальнейшем совершенствовании и выведении типов и новых пород для этих условий. Какие породы для этого нам потребуются с вами? Я считаю, что в чем-то, может быть, я ошибусь, но тем не менее, это вот казахская белоголовая, герефордская, головейская, семитальская, якутская, турано-монгольская, бурятская. Это вот, их можно перечислять еще и еще. Это как раз те животные, у которых можно отщепить крупицу, и для того, чтобы в новом животном она присутствовала, чтобы улучшить, так сказать, качество этих животных. И есть у нас вот эта программа, которую мы для себя сделали. Надеялись, что она будет широко воспринята и, значит, пойдет в развитие. Но тем не менее, вот мы первый нам показал, значит, в этой схеме будет главная сементальская мать, которая вот мясной сементал, мы создавали это было 30 лет практически. И сейчас осталось у нас 20 тысяч семени от этих животных. К сожалению, финансирование на эту тематику не выделяет ни Минобр, ни Минсельхоз, им стало это неинтересно, потому что это, видите, начали работу, и не только его увидят лет через 15, через 20. А хочется так нашим бизнесменам, купил-продал, пожалуйста, и выгодно. Ну и вот я хотел бы селекционную часть этого завершить и сказать, что главная наша проблема даже не столько в породах. Накормите якутский скот, он тоже даст приличный результат. Он не такой высокий, как культурный породы, но тем не менее хороший. У нас отстает, всегда отставала кормовая база. Вот если американцам надо это должное, они говорят, что кормовая база должна развиваться опережающими темпами. И вот здесь мы подобрали с нашими коллегами из Института кормов те новые сорта, которые необходимо испытать. И это вопрос касается и скота, и мясного в том числе, и растений. Нужны классические сорты и породы испытания. Отобрали, разработали методику и проверили их. А не просто я ехал где-то, увидел красивое животное, и давайте я его завезу и у себя попробую разводить. Это пример вот то, как вам завозили галштин. Наш аспирант курировал эту тему, я его спрашиваю периодически, как удой? 15 литров. Ну и что значит 13 литров для галштина? У вас накорми якутскую корову, например, на это количество даст. Смысла нет вот, завозить такие породы, не проведя породы испытаний и сорты испытаний. Вот этот перечень здесь он и есть. Мы надеемся, что у нас возникнет некая программа совместная, где эти вопросы будут поставлены и утверждены, и мы с вами будем неукоснительно выполнять эту тематику. Так, еще раз помогите, пожалуйста, продвинуться. И я говорил о растениях, а это теперь о технологиях. Вот существует несколько из них. Это то, что было бы интересно для вас. Это уборка и крещение и консервирование высоковлажного зерна, потому что у вас сроки ограничены в развитии растений, а это сокращает фазу вегетации и созревание на несколько, оно до полной зрелости не доходит, но его плющит, оно прекрасно используется селекционное зерно в рационах. Ну и вторая тема, это ключевая, это то, что в рационах дефицит сахаров общеизвестно везде, даже летом при удое свыше 15-20 кг от коровы дефицит 50% как минимум по сахарам. И вот здесь предложена технология, как можно получать углеводы или сахара, проще говорить, из фуражного зерна. Это можно делать в каждом хозяйстве, есть оборудование для этого. И я вам просто коротенькие фрагменты хочу
акцентирую внимание на нем. Вот если копить контроль, вот на количество инфузорий 445 тысяч. И если добавить патоку зерновую в этот рацион, на 13,7 идет увеличение инфузорий. А если дать туда еще питание для этих инфузорий в виде мочевины, совершенно небольшого количества, порядка 2-40 кг, то оно учетверяется, вот видно схема, как возрастает количество инфузорий. Для них синтетический азот – это пища для их роста. И последнее, что я хотел бы остановиться на чем, это проблема из проблем. Высокопродуктивный скот. У нас нечем его стимулировать на выдачу большой порции молока, мяса. И чем закрывают концентраты? Как только доля превысили 50%, все, начинается нарушение обмена веществ, и там все соответствующие болезни возникают. И вот на замену этому сейчас есть новые технологии. Многие из вас знают технологии сушки бобовых трав, которые были АВМ такие, АВМ-1,5, АВМ-0,5 были такие. Но это дорого, страшно дорого, ну и не очень хорошо. Сейчас новые возникли технологии, они у нас в мире есть. Китайцы вывозят для своих молочных коров из США люцерну, такой гранулированный, высушенный. Там температура сушки 70 градусов. Сохранность питательных веществ 95%. И если мы заменим половину концентратов вот на такие гранулированные корма, то, соответственно, нарушений меньше гораздо будет. Животное больше будет продуцировать. Продуктивное долголетие возрастет. Это наше будущее. Вот надо кому-то, надо вот это, можно даже начиная с Якутии, купить это оборудование, в Воронеже оно работает, можно посмотреть. Гордеев, даже бывший министр, туда завез, он понимает, что в этом деле. И теперь у Воронежа очередь за эту продукцию. Знание и защите генетических ресурсов и сортов яровых зерновых культур криоаридных регионов. Мотивация, опыт и результат. We would like to give word to Vodazamov Luxan Zandy Vladimirovich, Acting Director of the Virat Research Institute of Agriculture, Doctor of Biological Sciences, corresponding member of the Russian Academy of Sciences. His topic is Achievements and New Gene Cell Technologies in the Creation and Protection of Genetic Resources and Varieties of Spring Grain Crops in Cryo-Arid Regions, Motivation, Experience and Results. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотел бы от имени всей научной общественности родной республики Бурятия приветствую на республике Саха-Якутия всю научную, технологическую общественность, в первую очередь в лице председателя Якутского научного центра Лебедева и Леонида Владимировича, Владимира Леонида Николаевича. Поприветствовать хотел бы тех, кто приложил огромные усилия, чтобы этот форум состоялся. Это академик Александр Семенович, Кирилл Сергеевич Голохваст и всех зарубежных моих коллег, кого знаю, кого не знаю, первый раз вижу. В настоящее время наш институт – это многоцелевое полифункциональное учреждение с достаточно современным корпусом. Мы где-то года 4 назад переформатировали полностью весь институт и считаемся в рамках Восточной Сибири одним из катализаторов, проводников самых перспективных научных идей и разработок. Надо сказать, что в Якутии я сейчас за последние 7 месяцев 3-й раз уже. Вот, и спасибо большое. Мы 5 месяцев назад, в марте, когда Александр Михайлович Сергеев был, в этом же зале, да, сидели? Михаил Петрович. Также вот я вижу своих коллег с Республики Тыва, Чига Николаевна, Роза Баиндеевна. Я вот уже 3 раза был нынче в Республике, значит, Тыва, в Иркутском. Но это связано с тем, что в первую очередь у меня в Якутии 2 соискателя пишут докторские работы. Одна будет завершена в ближайшее время. В Республике Тыва у меня 2 аспиранта. Это, значит, руководитель агрохимцентра и Владимир Николаевич Андачев, который сейчас замминистра. Вот. Ну, собственно говоря, про тему выступления я чуть корректирую, если мотивация, практика и перспектива. Здесь чуть-чуть корректировочка. Так,
уже подчеркнул, первый поэт нашего государства был 21 объявлен годом науки и технологий. Чуть раньше касаясь темы, приведу слова, Владимир Ильич, высока зависимость от рубежа семенного и земляного материала, поэтому требуется многолетняя научно-исследовательская работа, реализовать четкий план действий. Соответственно, этому, значит, что касается первой части, достижения. География массово использует селекционные достижения нашего учреждения по реализованию культуры региона СПО, ДФО, ближнего и дальнего зарубежья. Надо сказать, за 90 лет нашего, в этом году 90 лет нашему учреждению, с 1931 года первой селекционно-опытной станции, значит, мы разработали 63 сорта плодово-ягодных культур, это морозостойкие, холодостойкие сорта, 42 сорта яровых зерновых культур, 10 сортов многолетних трав. Это были достижения. В настоящее время активное использование идет в Иркутской области 2 сорта, в Амурской области Арюна, в Забайкальском крае активно идет Монголия, использует. Мы нынче поставили использовать Тыва, Хакасия, с Казахстаном работаем по 4 сортам, Астраханская, Волгоградская область, Республика Калмыкия. В следующем году, надеюсь, мы запустим проект здесь, в Республике Саха-Якутия, потому что мы с Ильей Николаевичем уже весной говорили, в Магаданской области наши 2 сорта ячменя, в связи с тем, что калмыцкий сорт ушел в Магадан, поэтому там нужна очень серьезная кормовая база. Общая площадь занятых сортами наших культур СФО, ДФО, Южный федеральный, Уральский федеральный округ 2,5 миллиона гектаров в настоящее время. Так, теперь... Значит, собственно говоря, как выглядит наш институт? Средний возраст 49 лет, научный сотрудников 21, 8 докторов, 8 кандидатов наук. Значит, у нас в штате один академик, это является штаб по управлению плодородов. Я, значит, руковожу группой моделирования цифровизации, кто знает Data Science. И Кудрявцев Александр Михайлович, значит, консультант по генетическим маркерам Российского института общей генетики имени Вавилова, город Москва. Касательно современной темы, заявленной, значит, мы селекционно-генетическую работу ведем в лаборатории архитектуры российской системы и дикоросов. Вот это у нас. Значит, тут немножко касается, значит, непрезентативной истории. Мы в СФО и ДФО имеем мощнейшую генно-селекционную группу, которая способна, средний возраст 43 года в этой группе, я думаю, лет 20 успешно решать. Но это по только зерновым культурам. Отдельно у нас есть плодовые. Приведу классическую схему селекции, которая всегда была традиционная и очень консервативная. 3 блока внизу, видите, коллекция, питомник гибридизации, потом питомники использования и дальше контрольный селекционный выход. На это все уходило, вот внизу стоит, на примере Бурятска 3-4 на это уходило от 8 до 17 лет, чтобы вывести один сорт. Хорошая работа, классическая, но, так сказать, время диктует очень сильные технологии. В частности, сейчас мир генно-селекционных достижений IT-технологий прорывный просто, очень сильный. Вот, поэтому я немножко более подробно остановлюсь, так сказать, это, как сказать, в английской версии self-assessment, моя личная оценка, которую, вы знаете, год пандемии, 19-20 год, при всех своих негативных для нас, всех людей, он имеет такое, когда вы находитесь на дистанции, можно спокойно обсудить современные достижения, их возможности приложения, не просто приложения, а адаптировать на свое учреждение, на свою кадровую подготовку и заключить совместные какие-то работы, чтобы мы могли уже после пандемии двинуться очень ускоренными темпами. Вот в этом смысле, опять же, хочу привести мою одну из любимых ученых Альберта Эйнштейна. Для того, чтобы быть успешным, достаточно изменить алгоритм, изменить подход. Значит, историки селекции я не буду говорить, я уже чуть выше говорил, вот хочу сказать следующее. Что современный научный мир – это сфера высоких технологий, научных достижений в области генетики селекции. Уровень науки в этом позиционировании в настоящее время достиг таких высот, что
можно сказать, что раньше, лет, так сказать, 5 назад, это было доступно только Господу Богу. Сейчас технология CRISPR-Cas9 позволяет вершить то, что нам иногда кажется, что это недоступно или невозможно, как possible по-английски. Значит, в результате что мы имеем? Ускоренное формирование генетических основ для создания новых, перспективных, устойчивых сортов для землеядных мерзлотных регионов, СПО, ДФО, ПФО, УФО, путем формирования генетической базы данных сортов, ДНК и генотипов генов по типу Data Science или Big Data. И впервые на этой основе формируется новый формат защиты генетических селекционных достижений через индикацию генетических маркеров всех сортов и разновидных культур за устойчивой вариатской селекции. С чем это связано? Вы понимаете, мы когда выводим сорта, породы животных, берем авторское и патент. Вы скажите, все ли достаточно получают денежное вознаграждение, так называемое роялти за это использование? Существует масса уловок, когда товаропроизводители избегают это просто, в хорошем понимании, в непонимании, под всякими видами. Так вот, когда вы имеете секвенс гена за устойчивость, прикладываете и говорите, все, ребята, это наши сорта, будьте добры. То есть создается генетический паспорт этой продукции высоких достижений аграрной селекционной науки. Ну и что такое CRISPR? Я очень кратко остановлюсь. Значит, вы знаете, в 2020 году в области химии была пандемия, многие пропустили. Была присуждена Нобелевская премия за разработку метода редактирования генома. В оригинале звучит так: for the development of the methods for genome editing. Значит, акроним CRISPR, как расшифровывается? Cluster Regular Interspace Short Palindromic Repeat. Сама, значит, Дженнифер Дауда, американская, она расшифровывает так: это как короткие полидромные повторы, регулярно расположенные группы. Фактически CRISPR — это 6 букв, которые изменили науку и изменят весь настоящий будущий мир. Соавтором является Эммануэль Шарпантье с Института общества Макса Планка. Она CRISPR позиционирует как изменение фрагментов ДНК с невиданной скоростью и точностью, благодаря механизму генетических множеств. И вот этот механизм мы попытались через Кудрявцева Александра Михайловича, Институт общей генетики уже 4-й год работает по этой методике, они уже 2-й год полностью сидят на CRISPR-Cas9. Вот это вот технологии. Но вообще надо сказать, в Бурятское научно-исследовательское хозяйство и в Институте общей генетики мы оформлены как опорным пунктом. Значит, теперь возможности технологии CRISPR в генетическом редактировании ДНК. Тут я каждое перечислю, я прошу чуть займу времени, я думаю, будет это очень интересно. CRISPR-Cas9. Сверхвыдающееся открытие. Со времени открытия ПЦР 1982 год. Это самая революционная технология, которая приходит в биологию, генетику, медицину, сельское хозяйство. Перепрограммирование генетического кода. Многие выступали про лабораторию полимеразной цепной реакции. Да, хорошая технология, но, к сожалению, специальная лаборатория, суперобучаемые люди и очень строгий контроль, и финансово очень затратная ПЦР. Даже вы, когда сейчас даете на ПЦР в Москве, то, наверное, от 1000 до 3000 стоит денег оплата. Поэтому, а что такое CRISPR? CRISPR — это достаточно иметь обычную молекулярно-генетическую лабораторию. Сейчас вот я впервые услышал, Михаил Петрович, они инструментарий очень хороший, у него информационная версия доклада была. Мы, Михаил Петрович, если позволите, мы бы активное участие приняли бы в этом проекте совместно с Леонидом Николаевичем Иркутским министром сельского хозяйства, учитывая тот наш селекционный задел, приложить на сорта Якутии, арктические. И второе, CRISPR-Cas9, оружие, это в кавычках, благодаря чему позволяет исправлять генетические дефекты, бороться с наследственными болезнями, создавать новый организм, точно растить живот, изменять свойства, признаки способностей. К примеру скажу, в настоящее время, благодаря в прошлом году CRISPR-Cas9 было такое заболевание на люди, как наследственная слепота. Но тут есть этический аспект. Тут некоторые ученые, врачи, есть два отрицательных, с точки зрения этики, два результата. Первое. С помощью CRISPR-Cas9 убрали у человека геном страха. Можете подумать, каждый человек обладает какой-то боязнью высоты, боязнью холода,
боязнью смерти, в конце концов. У всех это есть. Благодаря CRISPR-Cas9 удалось, можно снять и этот геном. Но тот аспект, воины камикадзе. Поэтому Дженнифер Даунда, она выступила в прошлом году в английском парламенте с просьбой объявить мораторий на технологию CRISPR-Cas9 на людях. Потому что это очень сильная прорывная технология. Ну а теперь 5 признаков того, что мы имеем по этой технологии. Впервые реализована технология редактирования, которая возникла в рамках фундаментальных исследований в 2012 году, как механизм борьбы бактерий с вирусами. Когда бактерии хранят внутри себя фрагменты ДНК вируса. То же самое сейчас в пандемии все вакцины созданы буквально по этому принципу. Cas9 это фермент, который умеет резать ДНК, как ножницами, нарушает размножение вируса. Ученые приспособили вот эти приспособили механизм для резки редактирования любой ДНК. И такой механизм работает в клетке. Надо понимать, что все биологические объекты состоят из клеток. В клетках есть ДНК. В ДНК есть двойная спираль, в каждой спирали есть геном, генотип. Так вот, это вот прямо там внедрено. Второе. Технология позволяет носить ДНК внутри клеток, изменять генетическую структуру любого биологического организма. От бактерий, мышей до растений, животных, вплоть до человека. Первый результат в Китае, помните, был предложение, которое мы озвучили в Республике Бурятия на совещании у главы республики 2 недели назад. Аналогичный формат. Я выступал в Иркутской области перед заместителем губернатора Иркутской области. Значит, там было озвучено это предложение, но сейчас пользуясь форматом при присутствии Республики Саха-Якутия, хотел бы тоже. Если мы на этом совещании, за круглым столом, попытаемся сформулировать участие 3 ключевых субъектов СПО ДФО по созданию регионального селекционно-семеноводческого центра или терминала Сибири и Дальнего Востока по обеспечению семенами и зерновых, кормовых и многолетних трав с тем, что селекционное достижение совместно со всеми головными будет в Бурятске месяц. Иркутская территория позволяет более мягкие увлажненные условия тиражировать эти достижения. А вот на территории Якутска вот это север, это как раз та серьезная научная платформа, потому что ни Иркутская область, ни Бурятия мы не обладаем таким современным инструментарием. Я считаю, что объединение 3 субъектов вполне могло бы на фоне того, что пожары, засуха идет текущее. Я думаю, это такое серьезное текущее испытание для народа и жителей Республики Саха-Якутия, но надо думать о перспективах будущего. Ну и в заключение хотел бы привести слова опять же Эйнштейна: "It's useless keep doing the same and wait as the result". Бессмысленно делать то же самое и ждать новых результатов. Спасибо. Предлагаю вашему вниманию компании BLM Китай. Тема новаторство, инновация, зеленое развитие. We would like to welcome Vice President of Shandong Biotechnological Company, BLM China. Меня зовут Ку Чжужань, я руководитель компании BLM Biotechnology. Поздравляю вас с столетием установления дипломатических отношений между Монголией и Российской Федерацией, 300-летием со дня основания Российской Академии Наук и 65-летием Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Название моего доклада «Новаторство, инновации, зеленое развитие», направленное на построение экологически безопасного общего будущего человечества. В 2021 году во всем мире все чаще регистрируются наводнения, лесные пожары и экстремальные температуры. Земля делает серьезное предупреждение. Изменения и влияние климата нельзя игнорировать. В ответ на стремление Европейского Совета реализовать Европейское зеленое соглашение, президент Китая Си Цзиньпинь предложил встать на путь зеленого, низкоуглеродного и устойчивого развития страны и построить чистый и красивый мир. Наша компания была создана в 1996 году.
После 25-летнего развития компания вступила в эпоху специфической иммунной микроэкологии. Принято направление исследований в области иммунной системы, направленное на повышение мукозального иммунитета. В течение 25 лет основное направление концентрировано на исследованиях, разработках, производстве и продаже биологических препаратов, в том числе и пробиотиков. Компания является лидером в области разработок продуктов функционального питания, препаратов для повышения иммунной системы и противоинфекционных средств, также для сельскохозяйственного производства в Китае. Компания придает большое значение инвестициям в научные исследования. В настоящее время в группе исследователей более 250 команд и в коллекции 12 тысяч штаммов микроорганизмов. У нас есть национальные научные станции для постдокторских и академических научных исследований. Установлено сотрудничество с более чем с 30 отечественными и зарубежными научно-исследовательскими учреждениями, такими как Медицинская школа Гарвардского университета, Китайская академия наук, Китайская академия сельскохозяйственных наук. Ежегодно завершается более 100 проектов, исследований и разработок в рамках более 6 национальных проектов. 863 плана в 2 проектах 13-й пятилетней национальной ключевой программы НИОКа. Разработаны 6 ключевых национальных высокотехнологических продуктов, а также проведены оригинальные исследования по разработке иммунных и противоинфекционных препаратов. Дочерняя компания Билян была создана в 2014 году. Компания является национальным высокотехнологичным предприятием, брендовой международной базой научно-технического сотрудничества в провинции Шаньдунь. Обладает 3 национальными, 8 провинциальными и муниципальными технологическими платформами. Участвует в национальных научных и технологических проектах как ведущие отраслевые таланты тайщане. Также в ключевых программах НИОКР 13 проектах провинции Шаньдун. Получено 23 национальных и 2 международных патента на изобретение, 16 зарегистрированных заявок на изобретение. Билян осуществляет сотрудничество между университетами и исследователями 12 научно-исследовательских институтов и университетов, включая Национальную академию наук Беларуси, Российскую академию наук, Китайский сельскохозяйственный университет, Китайскую академию сельскохозяйственных наук и Нанкинский сельскохозяйственный университет. На этот раз компания и Российская академия наук совместно разрабатывают проект «Разработка и применение иммунного микробиологического препарата для свиноводства и птицеводства». Иммуностимуляторы для свиноводства и птицеводства – это вещества, которые специфическим образом улучшают специфический ответ организма на антигены или микроорганизмы и способствуют повышению иммунного ответа животных и птицы. С 1925 года французский иммунолог и ветеринар Гастон Рамон обнаружил, что добавление определенных веществ к вакцинам может повысить сопротивляемость организма к дифтерийным и столбнячным токсинам. Многие страны проводят исследования в этой области ветеринарии. Исследования Китая в этой области также имеют свои достижения. В настоящее время широко используемые иммуностимуляторы включают в себя в основном биохимические, химические препараты и препараты традиционной китайской медицины. Билян Биотехнологи и Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства совместно проводят углубленные фундаментальные и прикладные исследования по изучению микроорганизмов из мерзлотной почвы, диких животных, мамонтовой фауны и других бактериальных ресурсов, а также по использованию микроорганизмов и их метаболитов и создание технологии функциональной оценки пробиотиков, механизма подавления патогенных микроорганизмов, функциональных пробиотиков, которые регулируют иммунную функцию организма.
изучение процесса ферментации и последующей обработки целевого штамма и разработка микробного препарата для производства, изучение совместимости и синергетического эффекта комбинированных рецептов среди различных штаммов и разработка новых препаратов с иммунной функцией для животных. Технология проекта в основном воплощена в 3 аспектах. Во-первых, это микроорганизмы из мерзлоты, полученные из мерзлотных почв, и микробиоты диких животных, обитающих в экстремальных природных условиях, обладающие выраженной антагонистической активностью и высокой устойчивостью. Во-вторых, использование микробного мутагенеза и технологии трансформации для усиления пробиотических свойств штаммов и обогащение функциональных свойств микроэкологических препаратов. В-третьих, объединение основных технологий, таких как пептиды и циканины, функционирующие, индуцирующие дендритные клетки для разработки иммунных микробных препаратов. Проект в основном осуществляется по следующим направлениям. Во-первых, использование экстремальных биологически активных природных микроорганизмов для обогащения коллекций штаммов для разработки микроэкологических препаратов. Во-вторых, установить техническую платформу и критерии оценки для скрининга и оценки функциональных пробиотиков. В-третьих, изучить и оптимизировать параметры процесса ферментации, а также разработать процесс производства культур с высокой активностью. В-четвертых, оценить безопасность и эффективность новых микробных препаратов и их промышленное производство. В основном решение проблем безопасности и ограничений, сложности ферментации, очистки, высокой стоимости производства, проблемы низкой иммуногенности некоторых вакцин, короткого периода защиты и проблемы ингибирования патогена, вызванного различным соотношением видов бактерий. Благодаря беспрепятственному сотрудничеству между Китаем и Россией и эффективной реализации проекта будет взаимовыгодное научное сотрудничество обоих стран по изучению и использованию уникальных природных штаммов, микробов и их метаболитов, составление различных функциональных штаммов, использование технологий иммунных пептидов, дендритных клеток и технологии молекулярной суспензии для разработки микробных препаратов, подходящих для иммунной защиты сельскохозяйственных животных во всем мире, активация мукозального иммунитета и усиление иммунного ответа животных, повышение уровня иммунитета к болезням животных, повышение возможностей профилактики болезней и борьбы с ними, значительное сокращение использования кормовых антибиотиков, уменьшение загрязнения окружающей среды и защиты нашего общего экологического дома Земли. 2020 год был необычным годом. Наша компания подписала рабочее соглашение с 3 российскими экспертами из Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства и установила отношения сотрудничества. Это микрокосмос дружественных отношений между Китаем и Россией. Сегодня для меня большая честь получить приглашение от академика Российской академии естественных наук профессора Неустроева Михаила и руководства Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства и принять участие в этом форуме в виде видеоролика, в котором кратко представлена основная информация о компании и соответствующая информация о проекте сотрудничества с Якутским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства. Надеюсь, что эпидемия закончится как можно скорее и с нетерпением ждем, когда в компанию лично приедут эксперты, которые будут руководить работой, проводить совместные исследования и вносить положительный вклад в развитие животноводства и птицеводства в двух странах. Спасибо. Ну, в первую очередь, слышно? В первую очередь хочу вернуться к торжественной дате нашей и вручить Леониду Николаевичу адрес нашего института в ознаменовании нашего долга, еще продолжающегося в
внимание акцентировать, это работа молодого, но довольно известного скульптора московского. И вот видно, что сейчас люди уходят от вот этих утонченных, рафинированных форм и возвращаются к лошади. Ну, практически как якутская порода лошадей здесь изображена. Институт наконец. Ну, начну опять немножко по теме. Для того, чтобы что-то оценить, нужно вообще владеть информацией, что же мы оцениваем. Последний год преподнес нам не очень приятный сюрприз. За более чем десятилетнюю историю мониторинга численности лошадей в Российской Федерации мы столкнулись, пусть с небольшим, но уменьшением численности поголовья. В 2020 году на территории нашей страны зарегистрировано 1 302 000 голов лошадей. Соответственно, огромный спад мы наблюдаем в Центральном, Северо-Западном федеральном округах. И рост поголовья в основном идет за счет Сибири и Дальневосточного федерального округа. Давайте, наверное, так опять что-то. С чем связана особая роль коневодства? С тем, что отрасль в меньшей степени поддается мерам государственной поддержки. Из-за чего? Из-за того, что большая часть лошадей сосредоточена у нас в личных подсобных хозяйствах, которые по определению не могут получить поддержку от Министерства сельского хозяйства в качестве племенных. Именно там и происходит прирост, как это парадоксально, поголовья, и ведется очень важная селекционная работа. Поддерживается коневодство, поддерживается, племенные лошади получают сейчас в среднем около 8 тысяч голов, 1000 рублей в год на голову кобылы. И поддерживается табунное мясное коневодство. Кстати, нужно сказать, что именно здесь, именно в республике было принято важнейшее политическое решение, которое позволило сохранить и развивать это традиционное направление использования лошадей. Поддержка, конечно, намного меньше, это порядка 700 рублей в год на голову, но, тем не менее, она есть. Проблема есть. Значительная часть поголовья находится в частном владении и плохо поддержана какой-то координации со стороны и научного сообщества, со стороны племенных служб, в том числе селекционной работы. Как уже говорил, самая больная наша тема – это катастрофическое падение поголовья в Центральной России, что связано с полным переформатированием сельской жизни и традиционного использования. Если мы посмотрим на нашу племенную часть, то 67 племенных сборных заводов зарегистрировано, 118 репродукторов, всего 197 хозяйств. Но нужно обратить внимание, что для целого ряда отечественных пород лошадей маточное поголовье составляет всего 200 голов. По любым критериям ФАО, по любым критериям сохранности породы, это катастрофически низкие значения. Тем не менее, вернемся к хорошему. Республика Саха-Якутия является на сегодня лидером по численности поголовья, по сохранности поголовья. И если мы посмотрим на этот слайд, то видим, что практически 50% поголовья лошадей у нас сейчас сосредоточено в 5 регионах с развитым табунным коневодством. Практически мы повторяем предыдущие данные. Дальневосточный федеральный округ лидирует
в этом отношении. И думаю, что с учетом условий отрасли развитие будет происходить везде. Тем не менее, в целом торговля коневодством потеряла 4,5% по прошлому году. В государственном реестре Доктор ветеринарных наук, профессор Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Михаила Сафронова. Тема развития сельскохозяйственных биотехнологий, обеспечивающих производство органической продукции, импортозамещение и экспорт. Добрый день, уважаемые участники конференции. Мой доклад будет коротким, так как передо мной выступали мои коллеги. Александр Михайлович очень хорошо осветил о наших породах лошадей. Александр Семенович осветил о значении биотехнологий, а мне остается именно остановиться на биотехнологических разработках, которые обеспечивают получение органической продукции. А почему органической продукции, вы, наверное, все знаете, у нас есть в Российской Федерации закон об органической продукции, над которым мы должны работать и научные работники, и работники нашего производства. А импортозамещение – это биологические препараты, которые разрабатываются в других странах, покупать их в наших условиях развития Российской Федерации будет труднее каждым годом в связи с санкциями. Поэтому мы должны разрабатывать эти препараты сами. А экспорт – это, уважаемые коллеги, любой производитель, он мечтает экспортировать свои продукции, в том числе и продукции наших традиционных отраслей. Это добудное коневодство, это оленеводство. Только две отрасли они могут нам предоставить экспортоориентированную продукцию. Ну, в том, что биотехнологии, а не IT-технологии во всем мире, наверное, мы все знаем. О том, что необходимо разработки и производства биологических препаратов для животноводства, растениеводства и плановое его использование в целях научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства, снижения технологических рисков в продовольственной сфере и обеспечения производства органической продукции общеизвестно. Так, для того, чтобы обеспечить себе импортозамещение, экспорт и производство органической продукции, Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства разрабатывает микронные препараты в течение 30 лет. А для того, чтобы коммерциализировать, то есть производить эти препараты, организовано ООО «Научно-производственный центр Кутупах», директором которого являюсь я. Ну вот ученые на основе местных штаммов микроорганизмов разработан целый ряд лекарственных препаратов, которые утверждены Россельхознадзором. Это лекарственные средства, это не БАДы, пожалуйста, поймите, пожалуйста, это вакцина против быта, полнолетного аборта, не имеющего аналогов в России, и пробиотики, сахароксюктил, конгулинобак, пантабак и норбак, и штаммов, обладающих уникальными антибактериальными, индустрирующими, ферментными, антибиотикоустойчивыми и нефтодеструктивными свойствами. А пример сотрудничества по этим направлениям вы послушали в предыдущем докладе вице-президента компании «Билайн», который, совместно с которой мы выиграли грант правительства Китая, и научным руководителем этого проекта является ваш слуга Михаил Петрович Неустроев. Команда экспертов, надо их назвать,
Это Тарабукина Надежда Петровна, доктор ветеринарных наук, профессор и кандидат ветеринарных наук, Искелявина Марта Павловна, ученый-секретарь нашего института. Вот 3 этих эксперта мы должны работать совместно с нашими китайскими коллегами, должны работать по 3 месяца в Китае, ну как так, как сейчас закрыта граница, это не получается. Мы так же, как и во всем мире, мы в настоящее время работаем онлайн. Генетические разработки востребованы для хозяйства республики и субъектов Российской Федерации, являются экспортоориентированными и по последующему обеспечат импортозамещение биологических препаратов. Вот лекарственное средство на основе местных природных штаммов бактерий является фундаментом развития биотехнологий в Якутии и необходимым для обеспечения ветеринарного благополучия, повышения продуктивности отраслей сельского хозяйства и получения экологически безопасной обычной продукции и экспортных продуктов традиционных отраслей, о чем я говорил, это наше оленеводство и коневодство. А какие у нас проблемы? А проблема в том, что все эти отрасли, и оленеводство, и коневодство, используют антибиотики. А, как известно, органическая продукция исключает использование антибиотиков. Взамен антибиотиков мы должны использовать пробиотические препараты или бактериофаги. Также в этих отраслях есть инфекционные болезни. Инфекционные болезни, слабоотделный обор лошадей, лептоспироз или пневмония, мыт лошадей, которые распространены почти во всех хозяйствах нашей республики. Для того, чтобы разработать, нами разработаны 26 рекомендаций, получены 47 патентов на изобретение, монографии, и самое главное, наше богатство. Это коллекция микроорганизмов, 10 микроорганизмов, которые депонированы в всероссийских и международных коллекциях микроорганизмов. Вот о физической ситуации. У нас, например, самонадежный аборт зарегистрирован в 143 пунктах, и на пневмония 99 пунктах. А почему вот там стоит цифра, это года, если не благополучны эти хозяйства, если не проводится плановое оздоровление, то эти хозяйства остаются неблагополучными и в связи с природно-очаговостью этих инфекционных болезней. О том, что мы регистрируем ежегодно, мои коллеги из Казахстана, мои коллеги из Тувы, Хакатии, коллеги из Монголии, они подтвердят, что это одна из актуальных проблем нашей бедной России и других стран. Особенно эта проблема остро стоит в Казахстане. Не зря мы разработали для Казахстана в 2018 году вакцины против мын лошадей Табын, который в настоящее время использует Республика Казахстан для профилактики табунов против мыта лошадей. А в чем ущерб от этих болезней? Уважаемые коллеги, у нас деловой выход наших кобыл, то есть получение от 100 кобыл, составляет 55-60% на год. Значит, мы получаем ущерб на 1 миллиард 200 миллионов рублей в год. Потому что устанавливаются карантины при возникновении самолетного аборта или пневмонии, вы знаете. Aspects of cross-border cooperation between Russia and Mongolia, on the example of the Republic of Taiwan.
Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, разрешите от научного сообщества Республики Тыва поздравить организаторов международного форума с началом и открытием этого форума. И от Министерства образования и науки Республики Тыва вручить адресное поздравление Леониду Николаевичу. От министра образования и науки Соломы Михайловны Кончаевой. Ну и к нему Министерство образования отправляет небольшой подарок. Туринского научного центра хотели бы тоже подарить наши музеи, посвященные нашему симпозиуму и нашим конференциям, которые мы провели. Успехов вам! Давайте сфотографируем. Наша республика граничит с 4 аймаками Монголии: Баян-Уги, Захтам и Сугук. Протяженность Туринско-монгольского приграничья составляет 1313 километров или 38% от всей протяженности российско-монгольской границы. Для Тувы приграничное сотрудничество с Монголией имеет глубокие исторические корни, основанные на географическом положении и этнической близости двух народов. В 2002 году в пределах полномочий, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральным и региональным законодательством и другими нормативно-правовыми актами были подписаны между правительством Республики Тыва и администрациями приграничных аймаков Монголии соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. А в 2004 году были заключены соглашения на уровне муниципалитета, что является очень важным для совместного международного сотрудничества. Для повышения эффективности сотрудничества между Монголией и Россией и Монголией в 2001 году было открыто посольство Монголии в Республике Тыва. А в 2003 году открыто представительство Республики Тыва в городе Улангор Сунурского аймака. Ну и очень важным на сегодняшний день является утверждение концепции развития приграничного сотрудничества Республики Тыва с аймаками Монголии до 2025 года. На сегодня приграничные регионы страны, в том числе Республики Тыва, тесно работают с приграничными аймаками Монголии, что является на сегодняшний день очень важным для реализации индивидуальной международной программы, которая предполагается до 2030 года. Одним из важных моментов в сотрудничестве является реализация российско-монгольской программы «Сибирь-Сунур». Основным идейным организатором данной программы является Виктор Викторович Муровский, доктор технических наук, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки Республики Тыва. Со стороны Монголии координатором данной программы выступил Забава Джаргал, доктор физико-математических наук, идейный организатор данной программы, который способствовал не только при создании Сунурской долины на территории Монголии, но и на территории Республики Тыва. Основная цель данной программы – это проведение наземных исследований с помощью космической информации и математического моделирования, что является тоже очень важным для формирования новой стратегии, которую предполагается запустить с 2022 года на территории Республики Тыва в области развития науки. Для успешной реализации данной программы в Туве в 1991 году был создан Сунурский международный биосферный центр, который далее был принят под эгидой
научного отделения Российской академии наук. И в 2019 году в связи с увеличением научных направлений он был переименован в Тувинский научный центр. Основным направлением на сегодняшний день нашего центра является изучение состояния динамики и устойчивости природных систем Центральной Азии. Ну и основным итогом деятельности Уцунурского международного центра в течение 30 лет является создание на территории Монголии и России одноименных заповедников Уцунурская котловина на территории Тувы и Уцунур на территории Монголии. Далее возможность предоставления и статуса биосферного заповедника на территории Монголии и Республики Тыва и перевод его в список памятников природного культурного наследия ЮНЕСКО. На сегодняшний день Уцунурская котловина на территории Республики Тыва большую работу проводит по расширению кластерных участков. За 30-летний период работы были проведены 15 международных симпозиумов, проведены различного уровня совещания на уровне правительства Республики Тыва, правительства Монголии, которые позволяют нам дальше рассматривать Уцунурскую котловину как природные лаборатории, благодаря которым мы можем проводить мониторинговые исследования в связи с изменением климата. И основная цель, естественно, это сохранение тех природных объектов, которые находятся на приграничной зоне. В текущем году для Тувинского научного центра очень важным является проведение международной научно-практической конференции «Второй российско-монгольской программы экспериментов в развитии науки и инноваций в Республике Тыва» по итогам деятельности производства. Для решения этих и других проблем ученые-аграрии, сельскохозяйственные товаропроизводители Монголии и Тувы осуществляют сотрудничество в научно-технической и производственной сферах. Основа научно-технического научно-организационного сотрудничества была заложена академиком Национальной академии Монголии, заслуженным агрономом Российской Федерации, организатором и первым директором Кавказского сельского хозяйства Вадимом Константиновичем Савастьяновым. Ничего. Предыдущий, пожалуйста. Так, Савастьянов, который в течение очень многих лет был координатором научного сотрудничества между Уцунурским отделением Института земледелия, сельскохозяйственных наук Монголии, НИИ аграрных проблем Кавказии и Тувинским НИИ сельское хозяйство. Приведу лишь несколько примеров решения научных задач в сельском хозяйстве. Совместными усилиями ученых разработана концепция по научным технологическим основам ведения сельскохозяйственного производства на аридных территориях Юга Сибири и Монголии, предусматривающая развитие основных отраслей сельского хозяйства в приграничных территориях Монголии и Тувы. В настоящее время основные положения концепции реализуются в условиях засушливых территорий Монголии и Тувы. В премии академика Синягина была отмечена также совместная наша разработка Хакасия, Тува и Уцунурский институт технологии эффективного сельскохозяйственного использования орошаемых земель, аридной зоны при поливе дождевания, а также много других совместных проектов, которые были выполнены учеными-аграриями России и Монголии. В области сельскохозяйственного производства стороны совместно решают задачи по совершенствованию технологий ведения животноводства и рационального использования пастбищ на приграничных территориях. Активизация работ по организации ввоза племенного скота для селекционной работы в хозяйствах Республики Тыва позволила обосновать и разработать комплекс мероприятий
о создании ветеринарного благополучия в приграничных территориях по отношению к инфекционных болезней сельскохозяйственных животных. Развиваются также взаимовыгодные связи монгольских и тувинских животноводов на уровне муниципалитета. Регулярно проходят мастер-классы, семинары, идет обмен опытом, особенно по переработке продукции животноводства в условиях личных подворий. Опыт монгольских коллег по вовлечению в экономику муниципалитетов сотен мелких арабско-крестьянских хозяйств оказался очень полезным для аграриев Тулы. Налаживаются также тесные связи с рядом предприятий, производящими облепиху и мясоперерабатывающими компаниями Монголии. Большую значимость в отдаленной перспективе, на наш взгляд, имеет использование животноводческого потенциала приграничных с Тулой аймаков Монголии, что позволит в перспективе поставлять экологически чистое мясо не только в Тулу, но и в регионы Сибирского федерального округа. Таким образом, российско-монгольское сотрудничество на тувинско-монгольском участке границы имеет множество взаимосвязанных аспектов, первоочередных и долгосрочных задач. И Республика Тува, в свою очередь, вносит вклад в международное сотрудничество России и Монголии, которое успешно развивается и сохраняет свою положительную динамику. Благодарю за внимание. Слово для доклада предоставляется Охлопковой Полине Петровне, главному научному сотруднику заведующей лаборатории, доктору сельскохозяйственных наук, Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени Михаила Сафронова. Тема «Особенности семеноводства сельскохозяйственных культур в Якутии». We would like to give word to Охлопкова Polina Petrovna on the topic of seed-borne or agricultural crops of the Tropicals-Saharan region. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать вас в нашей республике, на земле Якутии. Ну, правда, период не очень хороший, потому что к вашему приезду у нас смог разошелся. До этого у нас видимость была 3-4 метра впереди. Такие были пожары. Ну, вы в курсе, об этом говорят каждый день по новостям. Тут, значит, уже говорили, наш директор говорил о том, что о наших основных в области селекции. Ну, вы знаете, что агропромышленный комплекс Российской, то есть Республики Саха, функционирует в зоне рискованного земледелия. Вот согласно представленным метеорологическим условиям, у нас минимальная температура в зимние сроки 50-55, в текущем году была минус 70 градусов. Это зимой 2020 года, в январе 2021 года. Глубина снежного покрова очень низкая, 40 сантиметров всего лишь. Максимальная температура в летний период до 40, а в этом году было и до 45 местами. Минимальная температура осадки за вегетационный период полностью 159 миллиметров. Причем на вегетационный период приходится всего лишь 109 миллиметров осадков. Сумма положительных температур 1673, ну где-то если в отдельные хорошие годы до 1700. То есть в таких условиях, которые вот я сейчас вам тут смотрите, это очень зона малопригодная для выращивания
для выращивания растениеводческой продукции. Но тем не менее у нас все растет, и растет все у нас очень хорошо и прекрасно. Необходимо еще в 1927 году, когда была создана селекционная станция по растениеводству, тогда уже приняли решение о том, что в нашей зоне необходимы отдельные специальные сорта. В соответствии с этим, с этого времени мы ведем селекцию сортов по зерновым культурам, по кормовым культурам и по картофелю. Селекции... Дальше, покажи состав. Созданные сорта зерновых культур. Созданы у нас всего 45 сортов местной селекции за весь период с 29 года, но при этом сейчас районированы сорта зерновых культур местной селекции. Это яровая пшеница Пшенкриенская, Туймада, ячмень Тами, овес Покровский, Покровский 9 и Веленский, озимая рожь Челбон, и проходит государственное сортиспытание новый сорт ячменя Баян. Кстати, ячменя у нас очень долго не было, и Тами, ячмень Тами это финский сорт, вы знаете, сейчас у нас появляется свой собственный сорт. Новый сорт мягкой яровой пшеницы Талма включен в Государственный реестр селекционных достижений в 2020 году и созданы два новых сорта картофеля Якутянка и Северный. Селекцией картофеля мы не занимались до 1992 года. В 1994 году мы только начали заниматься селекцией, и с этого времени мы создали вот два новых сорта. Первый сорт это совместно с Всероссийским институтом картофельного хозяйства, и второй сорт это наш сорт полностью. В текущем году будут переданы в ГСИ еще два перспективных гибрида. Ну, они пока еще у нас номерные, мы никак не можем придумать им имя. А вы знаете, что имя для сорта это очень великое дело, поэтому мнения у нас расходятся. Ну, назовем все равно как-то. Вот эти новые сорта наиболее пригодны к выращиванию в наших экстремальных условиях и пользуются спросом и в других регионах. Так, урожайность сорта овса Веленский достигает 5-6 тонн в условиях Новосибирской области. Понимаете, да, какой это объем? Запрос на семена поступил в Тюменской области. Мне оттуда позвонили и сказали, говорят, у вас новый сорт появился, очень хороший. Пришлите нам, пожалуйста. Мы вот им пришлем посылочку, отправим на следующий год они посеют. Сорт картофеля Якутянка возделывается в Бурятии, а сорт картофеля Северный районирован в Тюменской области. И урожай достигает его 200 центнеров гектара. И они говорят, что еще ни один местный сорт, они тоже селекцией занимаются, не перешагнул. Вместе с тем, сорт – это только начальный период. То, что мы делаем по госзаданию. Раньше в госзадании, в далекие советские времена, у нас в госзадании стояла тема специальная по семеноводству. Где было отдельно написано «Первичное семеноводство сельскохозяйственных культур». И для этого у нас специально содержались сотрудники, лаборанты и так далее. После 1992 года это все уничтожилось, и в результате семеноводство повисло не только у нас, по всей России повисло в воздухе. Сейчас очень много говорят об импортозамещении, о том, что нужно, у нас заполонили импортные семена. Ну, это правильно, потому что импортные семена там уже поставлены на определенные рельсы, и там как вот они, как создаются сорт, я была в Голландии, в Агрике, там они сразу сорт создают, и тут же у них и вся сеть семеноводческих фермерских хозяйств. Они небольшие, по 10-15 гектаров, но полностью они все берут. А вот эта фирма основная, она их
оплачиваем вот этот материал. Поэтому, конечно, у нас вот эта система семеноводства была разобрана, разломана, и поэтому сейчас очень сложно. Вместе с тем, вот очень многие сейчас стали говорить о том, что главное самое для научного учреждения создать сорт, и больше ничего не надо. Мы выполнили госзадание, это наша задача. Но сорт это что? Это название госреестра и патент. И больше ничего. А в производстве его нет, и бумажкой, и названием госреестра, как говорится, сыт не будешь. Поэтому необходимо нам обязательно развивать семеноводство. Повышение развития семеноводства и внедрение наших сортов с целью повышения рентабельности сельскохозяйственного производства – это главная задача семеноводства. И технологии возделывания семеноводства в республике у нас еще в 90-е годы, в начале 20-х годов была отработана в 2000-х годах. И, например, по семеноводству многолетних трав система семеноводства не поменялась, она также и соответствует тому, что было. Кроме по семеноводства кормовых однолетних трав, там нашими сотрудниками было установлено, что нужно 2 питомника уменьшить и выдавать семеноводство более ускоренным путем. И по зерновым у нас тоже общепринятая методика семеноводства, та, которая была разработана еще в Вене и в других, то есть установлена по всей России была. Она так и продолжается у нас. Что касается картофеля, исследование по распространенности вирусных болезней и их переносчиков в местных условиях показало, что переносчики вирусных условий у нас практически отсутствуют. Вирусных болезней как таковых персистентных у нас вообще нет. По результатам ПЦР-анализа и ИФА-анализа у нас гибриды, которые мы выращиваем из семечка, они на 100% чистые от всех болезней. На 100%. Причем мы даже отправляли в Москву свои гибриды в НИИКХ, и они нам не поверили. Они говорят, мы 2 раза прогнали и не поверили, что не может быть такого. Ну, потом мы провели еще исследования о зараженности вирусами контактным методом, то есть в естественных условиях выращивали и каждый год просто оценивали, насколько поразился. Оказалось, что в течение 10 лет, 8-10 лет картофель заражается контактными вирусами, которые не имеют значительного большого значения. Поэтому, конечно, мы изменили систему, технологию возделывания системы семеноводства и ввели туда клоновый отбор. То, что практически не делают у нас в западных регионах страны, а вот на Дальнем Востоке они тоже перешли к этому. Почему? Потому что у нас достаточно сильная, значительная вредоносность бывает от бактериозов и от грибных болезней. И вот как раз клоновый отбор в этой ситуации очень даже необходим. Но создать схему семеноводства – это еще одно. Нужно ведь еще и разработать схему семеноводства по республике. И мы разработали эту схему семеноводства по республике. Дайте, пожалуйста. Схему семеноводства по республике, систему семеноводства сельхозкультур. В 99 году принята система семеноводства, которая была усовершенствована и принято распоряжением главы республики в 2012 году. Основной задачей
системы семеноводства является обеспечение товаропроизводителей качественными семенами местной селекции. При этом предусмотрено субсидированное производство наиболее затратного оригинального семеноводства. Вот она вот здесь вот. Сюда входит Министерство сельского хозяйства, которое субсидирует семеноводство. Якутское НИИ сельского хозяйства занимается селекцией сельскохозяйственных культур, производит сорта, затем госсортиспытания проходит оценка, а уже служба земледелия занимается производством оригинальных семян посредством Якутского НИИ и ООО «Наука». У нас малоинновационное предприятие, директором которого являюсь я, оно как раз и занимается семеноводством этих трех основных культур: зерна, многолетних кормовых трав, однолетних кормовых трав и картофеля. Мы производим сейчас 64 тонны картофеля ежегодно, 35-40 тонн зерновых культур и около тонны 200 многолетних трав и однолетних кормовых культур. По картофелю для перехода на 100% сортовые посадки на каждые 100 гектар необходимо производить 5-7 тонн литра. Вот табличку дайте. Вот по табличке, которую мы разработали, должны были уже к 2025 году выйти на 100% сортовые посевы и создать третьей репродукции, которая идет на товарные посадки, 4950. У нас каждый год требуется такой объем семян. Но у нас тут немножко произошла небольшая накладка. В 2020 году у нас был тендер перехвачен предприятием, которое занимается строительством автомобильных дорог, и, соответственно, конечно, провален с треском. В результате у нас тоже, тут еще, вы знаете, пандемия вмешалась и все такое прочее, и поэтому у нас тут немножко сбой произошел. Что касается по зерновым культурам, у нас все это механизировано в основном, и в то же время объемы производства зерновых культур у нас достаточно в большом количестве имеются. Что касается семеноводства кормовых культур, то в настоящее время отрасль находится вообще в сложном состоянии. Секвестирование финансовых средств, предусмотренных на развитие семеноводства многолетних трав, к концу 2000-х годов привело к снижению объема производства поставки. Если раньше мы производили семян многолетних трав до 40 тонн, то сейчас, вот видите, тонна 200, тонна 500, не больше. Тут очень много проблем возникает. И одна из них проблема – это то, что происходит снижение эффективности вообще растениеводства республики за счет снижения плодородия почвы. Я думаю, что это не только наша беда, я думаю, что по всей России такая беда. Но у нас она более ярко выражена, потому что в условиях потепления климата на многих участках у нас сейчас наблюдается протайка мерзлоты и выдавление линз, которые потом тает, и в результате получается углубление. То есть почва приходит в негодность. Отмечается повышение щелочности почвы и вторичное засорение. И важнейшим фактором стала недоступность органических и минеральных удобрений. Я знаю, все у меня. Все это весьма негативно складывается, но я думаю, не только у нас, но и у вас тоже. Все, спасибо за внимание. Слово для доклада предоставляется Мейрман Галиулло Валентиновичу, доктору сельскохозяйственных наук, профессору
академику Национальной академии наук Республики Казахстан, Казахстанский НИИ животноводства и кормопроизводства, город Алма-Аты, Казахстан. Тема «Состояние и перспективы кормопроизводства в Казахстане». We would like to give word to Mayor Mangariola Tuliendinevich on the topic of state and prospects of feed production in Kazakhstan. Он здесь. Сейчас он. Здесь есть человек, следующий. Онлайн есть, получается. Поскольку как специалист кормопроизводства, мы участвуем в данном суде сотрудника Антена, главным секретарем Института животноводства и кормопроизводства. Страна большая, 9 месяцев по территории, очень много праздников, которые являются источником производства кормов и выпуска. Это 184 миллиона гектаров. Прежде всего, состояние праздника. 95 миллионов гектаров из-за неправильной деятельности и соблюдения паспортного оборота выведены со строя и деградированы. Это большое поле для устройства производства улучшения пастбищ коренным образом и поверхностным методом путем посева ореховых культур. В данном случае мы продвинуты по области сухосинтеклового, то есть белокордовской синтекловой и поднеземья. Сентябрь культура – это редкие имеют большие площади, от 3 культуры главных. Но после этого другие культуры, как голод, ерезон, амборосна и другие, которые могут вполне, но это уже уязвимые. Уязвимые системы, это два года неизменных количества. Конечно, сказать, эти предпоследствия всегда бывают удачными, не можем. Бывают годы удачные, годы неудачные, поскольку они прежде всего с декабря остаются, поэтому если сложность есть, то перед другого выхода нет, другую культуру нельзя разделать там. Вторая проблема для нас – освоение пастбищ получится таким образом после реформы на рынке. Люди, крестьяне бросают свой скот на основную исходную территорию, перебирают свой население. Здесь идет сильная деградация. Но выйти дорога обеспечить выход на пастбище, который порядка у нас 100 миллионов, 70 миллионов используется практически цивильные пастбища, поэтому сейчас государство занимается мерой по обновлению пастбища. Главным фактором является надо колодцы, обеспечить водопой, делать разные социальные условия для фермеров, которые могут выехать, как сказать, на территории, которые еще не освоены. Там фармозапас более-менее достаточно. Это большой выход. У нас построены большие трассы, длиной почти Алмата-Астана, более 1000 километров, оттуда до основного. Чтобы были квалифицированные кадры и могли оформлять форму технического учета и подавать документы на субсидирование государственным полномочным органам. Соответственно, сейчас по статистическим данным в Восточно-Казахстанской области выделяется
как производится порядка 4000 тонн меда, что составляет 70% от общего масштаба республиканского, Республики Казахстан. И, соответственно, 1/3 экспортный потенциал, раз здесь формируется, отправляется за рубеж в третьи страны. Помимо того, что Казахстан входит в страны СНГ, то есть Российская Федерация, Киргизия, Беларусь и так далее, и Армения. Помимо этого отправляется на экспорт с нашего региона в страны третьи, то есть это Соединенные Штаты Америки отправляют, город Бруклин, штат Нью-Йорк, Объединенные Арабские Эмираты, Монгольскую Народную Республику отправляем не только мед, как органический продукт, но и пчелосемьи, пчеломатки на протяжении последних 7 лет отправляем. Также и в этом году, независимо от мировых этих катаклизмов и ограничительных мероприятий, наше хозяйство сумело отправить и пчелосемьи, пчеломатки, и мед в этом году также в Монгольскую Народную Республику. Помимо этого, в 2017 году государственное управление контроля качества Китайской Народной Республики отправило на наши передовые предприятия от пчеловодческого направления карантинную инспекцию. Так, еще раз здравствуйте, дамы и господа, уважаемые коллеги. Я сегодня очень рад, что с вами встречался в Якутии, на территории Республики Саха-Якутия. Я всегда побывал вместе с российскими и советскими учеными, а я сам являюсь учеником советских ученых. Я учился в аспирантуре в институте эпидемиологии, микробиологии иммунокоммунологии. Работал под созданием диагностических препаратов и вакцин против лихорадки КУ. А я горжусь институтом эпидемиологии, микробиологии иммунокоммунологии, который сегодня выпустит противоковидный вакцин «Спутник», с которым, наверное, вы иммунизируете. Так я буду вручать некоторым людям диплом иностранных членов Монгольской академии аграрных наук. А диплом пишется на английском языке, но перевод на русском языке. А если кто-то из других стран, Китая или Южной Кореи, Японии, то перевод диплома пишется на том языке, кто получает этот диплом. Я буду читать сейчас. Монгольская академия аграрной науки, номер регистрации 2021 года 03. Настоящая диплома выдана доктору биологических наук, члену-корреспонденту Российской академии наук Владимиру Леониду Николаевичу, свидетельствующая о том, что Владимир Леонид Николаевич выбран иностранным членом Монгольской академии аграрной науки решением сессии Монгольской академии аграрных наук от 9 августа 2021 года. Президент академик профессор Янба, ученый секретарь профессор Хандула, город Улан-Батор, Монголия, август 2021 года. Следующий диплом
Шапалова Денису Владимировичу. А в общем, все одно и то же написано, только номер регистрации 06. То же самое Московская академия аграрной науки, номер регистрации 2021 года, 05. Настоящее диплом выдано доктору биологических наук, члену-корреспонденту Российской академии наук, Ватажакову Лапсану Зондию Владимировичу. Свидетельствующее о том, что Ватажаев выбран иностранным членом Московской академии аграрной науки решением сессии Московской академии аграрных наук от 9 августа 2021 года. Президент Академии лампа, член-секретарь доктор лампа. Спасибо вам большое. От имени Президиума Монгольской академии наук и от имени себя, как президент Академии Монгольской академии наук, поздравляю иностранных членов Монгольской академии аграрных наук. Желаю самого наилучшего. Спасибо большое. Участники пленарного заседания, все это естественные кормовые угодья, то есть пастбища и сенокосы. Пастбища и сенокосы. Значит, пахотных земель у нас совсем мало. В основном у нас все идут сенокосные и пастбищные угодья, то есть естественные угодья. Вот как раз. И еще две зоны: горно-талежная зона, в основном это горные массивы. Тут опять-таки, хотя температура этой зоны не очень-то низкая, но у нас там в основном горы. Поэтому тоже для сельскохозяйства не очень-то пригодная, но не как арктическая зона. И среднеленская зона, это южная часть Республики Саха-Якутия. Значит, по сельскохозяйственным угодьям, если посмотреть зоны, у нас самая большая часть сельскохозяйственных угодий приходится заречные зоны. Если бы у нас слайд был, я бы вам показала, какая маленькая у нас заречная зона. Там 5 районов входит нашей республики, и территория у нас совсем маленькая. Но в этой территории у нас 36% сельскохозяйственных угодий приходится. И, конечно, основная часть пашень, пахотных земель, которые мы говорили, 6%, тоже находится в этой зоне. Мало сельскохозяйственной продукции. Арктический улус у нас специализируется на оленеводство и коневодство, и традиционные отрасли. Это охот, промыслы и собиранием дикородцев. Арктический улус у нас производит только 6% всего сельскохозяйственной продукции республики. Значит, хотела я, конечно, показать вам арктический улус, как мы арктический улус, всю территорию, это большую территорию, разделили на 5 зон, подзон. 5 подзон. У нас подзоны в основном разделены по устьям рек. Ну, как и в старину, жизненный
вся жизнь арктическому бурсе, все население сосредоточено по устьям рек. Поэтому это у нас как единственный транспортный сеть получается, у них не круглогодичные транспортные сети, не круглогодичные транспортные сети обеспечены. И тут я хотела, конечно, показать вам динамику. Сколько у нас лесных пожаров. Данные Федерального агентства лесного хозяйства. Тут, смотрите, в 2017 году у нас даже миллион пожаров, миллион лесными пожарами не был поражен. А сейчас смотрите, сколько? 7 миллионов 800. Мне хотелось бы в своем докладе осветить проблему кадрового потенциала в условиях перехода к новому технологическому укладу и влияния цифровизации на рынок труда. Свой доклад я хотела бы разделить на две части, первая из которых как раз-таки заключается в том, как цифровизация влияет на формирование человеческого капитала. Вторая часть – это краткое описание и анализ состояния рынка труда Новосибирской области. Так, можно следующий слайд? Итак, человеческий капитал является эволюционной категорией, на которую изменения в производственном процессе оказывают значительное влияние. И за свою историю человечество освоило множество различных компетенций, и усложнение окружающего мира приводит к дальнейшему усложнению и увеличению их разнообразия. То есть, как видно на этом рисунке, постепенный переход к новым технологическим укладам, да, к одному другому приводит к тому, что компетенции, используемые в производственном процессе... Микрофон-то онлайн. теряют свою актуальность, и вот на сегодняшний день, допустим, уже какие-то ремесленные навыки и физическая активность, да, как это необходимо было в период первого технологического уклада, когда ручной труд использовался, на сегодняшний день уже теряет свою актуальность, и на первое место выходит формирование совершенно новых компетенций, связанных в том числе с использованием soft skills. Итак, дальше мне хотелось бы сказать, что в настоящее время цифровизация выступает основным трендом дальнейшего повышения эффективности сельскохозяйственной отрасли. И это создает определенные вызовы к формированию человеческого капитала. Далее мне хотелось бы указать на те принципы, которые лежат в основе формирования человеческого капитала. Во-первых, это принцип сингулярности научно-технологического прогресса, которая состоит в том, что состоит во все более ускоряющихся темпах развития технологий и в очень быстром устаревании знаний. Да, что мы сегодня наблюдаем? Мы наблюдаем, что необходимость непрерывного получения компетенций, и многие выпускники нашего вуза, да, и вообще, в принципе, учебных заведений, к тому времени, когда они заканчивают высшее учебное заведение, их знания, они являются уже устаревшими. Потому что у нас каждый год и каждый месяц, да, скажем так, какие-то новые цифровые технологии появляются. И второй принцип, который лежит в основе формирования человеческого капитала, это принцип самоуправления, основанный на личной мотивации, к познанию, постановке личных целей, определению средств к обучению и самостоятельному управлению образовательным процессом. Дальше мне хотелось бы сказать, что кроме использования цифровых технологий в значительной степени цифровизация влияет и на рынок аграрного труда и приводит к трансформации факторов, определяющих изменения спроса и предложения на этом рынке. В силу роста производительности труда, как я уже говорила выше, многие операции, выполняемые работниками, они зачастую заменены и цифровизированными алгоритмами. И прежде всего это касается рыночного спроса на труд низкоквалифицированных работников сельскохозяйственной отрасли,
выполняющих монотонные, рутинные операции, не связанные с принятием управленческих решений. И в то же время под воздействием неценовых факторов вырастает спрос на работников, выполняющих нерутинные операции, требующие наличия цифровых компетенций, высокой квалификации, а также реализации творческого подхода, профессионального потенциала и собственных суждений. По нашему мнению, к неценовым факторам, влияющим на изменение спроса на аграрном рынке труда, является совершенствование средств труда посредством активного использования цифровых технологий, увеличение доли цифрового обеспечения сельскохозяйственного производства, государственная поддержка на аграрном рынке, мировые тренды в цифровизации и рост численности сельхозорганизаций, использующих цифровые технологии. В то же время на предложение на рынке труда также оказывает влияние ряд факторов. И к ним стоит отнести отсутствие квалификации у работников в отрасли, далее более высокий уровень заработной платы других несельскохозяйственных организаций, возрастная структура работников и пространственная сосредоточенность сельскохозяйственного производства. Влияние факторов, влияющих на спрос и предложение, приводит к тому, что кривые спроса и предложения меняют свое положение, и мы видим на слайде нарушение рыночного равновесия. Для того, чтобы добиться нового равновесия, необходимо предпринять ряд мероприятий для того, чтобы установить баланс спроса и предложения. Ну, а теперь мне хотелось бы перейти к анализу существующих проблем на рынке труда Новосибирской области. Итак, вообще в сельской местности Сибири существуют серьезные демографические проблемы, свидетельствующие о том, что впервые за долгое время рождаемость в городской местности стала превышать рождаемость на селе. И при этом показатель смертности населения сельского гораздо выше, чем в городе, что свидетельствует о естественной убыли населения. И в дополнение к этому прогрессирующий отток населения из-за отсутствия благоприятных для жизнедеятельности социально-бытовых условий, достойной оплаты труда приводит к дефициту на рынке аграрного труда. А все это приводит к тому, что аграрная отрасль на сегодняшний день характеризуется неполной обеспеченностью квалифицированными кадрами, и об этом у нас свидетельствуют данные, представленные на следующем слайде. Итак, мы видим, что на сегодняшний день наблюдается дефицит профессиональных кадров среди руководителей 18%, главных специалистов 24% и специалистов 30%. Далее, недостаточный уровень квалификации работников, среди которых только высшее образование имеется у 70% работников. И неизменное старение существующих кадров. Это тоже крайне негативная тенденция, которая в значительной степени отражается на внедрении цифровизации в сельскохозяйственной отрасли, поскольку известно, что молодежь более восприимчива к цифровым технологиям, и, скажем так, старение кадров достаточно сильно тормозит это развитие. Можно следующий? Далее, низкие темпы роста заработной платы приводят к тому, что значительная доля трудоспособного населения в сельской местности вынуждена работать в условиях трудовой бедности или переезжать в городскую местность и работать в других более оплачиваемых отраслях. Переход к новому технологическому укладу способствует тому, что создалась ситуация, когда современное образование аграрного профиля получило новый вызов со стороны государства, поскольку перед ним встает решение весьма насущных проблем, таких как взаимодействие с сельскохозяйственными организациями, усовершенствование формирования кадрового потенциала и дальнейшее непрерывное повышение квалификации работников с учетом требования цифровизации экономики. С проблемой повышения образовательного уровня будущих аграриев весьма успешно справляется Новосибирский государственный аграрный университет, являющийся одним из ведущих аграрных вузов страны. Учебное заведение на сегодняшний день обладает достаточным потенциалом
не только для образовательной, но и для научной деятельности. Это в значительной степени обуславливает его взаимовыгодное сотрудничество с научно-исследовательскими институтами Российской академии наук и передовыми сельскохозяйственными организациями Новосибирской области. Особенностью университета является непрерывная подготовка специалистов по принципу «школа среднепрофессиональное образование в университет повышения квалификации», что в значительной степени способствует его эффективному развитию и сочетанию академической науки и вузовской подготовки. Стоит заметить, что в Новосибирской области подготовка будущих специалистов не ограничивается только обеспечением Сибирского федерального округа. Стоит заметить, что в настоящее время в нашем вузе обучаются в том числе и студенты из Якутии, и, как мы видим, это имеет устойчивую тенденцию. Далее хотелось бы сказать, что в целях повышения уровня укомплектованности сельскохозяйственных организаций работниками на территории Новосибирской области на сегодняшний день реализуется механизм предоставления субсидий сельхозорганизациям за счет средств областного бюджета на подготовку будущих аграриев. Этот механизм реализуется именно при взаимодействии ученых нашего вуза. Активно участвовать в этом процессе будут уже сами сельхозтоваропроизводители, заключая с заинтересованными в работе на предприятии молодыми людьми договора и направляя их для прохождения практики. Государство же, в свою очередь, возмещает сельхозорганизациям 90% затрат, связанных с целевой подготовкой, а также оплатой труда и проживанием практикантов. Стоит заметить, что обеспечение рынка труда аграрного не ограничивается только целевой подготовкой. Мало подготовить работников, да? Необходимо создать условия для того, чтобы молодые специалисты согласились приехать в сельскую местность, да, чтобы они как-то пустили свои корни, социализировались, адаптировались. И для этого тоже существует ряд методических таких инструментов, к сожалению, которые не проявляют своей эффективности. Да? Вот одним из инструментов у нас является выплата единовременных денежных пособий, суть которых состоит в том, что согласно принятому закону об аграрной политике в 2019 году молодым специалистам полагается единовременная выплата в пределах от 150 до 200 тысяч рублей. Понятно, что это не те деньги, которые могут перенести в сельскую местность удаленные рабочие места и множество новых видов деятельности, основанных на дистанционном оказании услуг без специального профессионального образования, что в конечном итоге позволит добиться повышения денежных доходов сельского населения. Следующим мероприятием является создание условий для доступа сельского населения к мерам государственной поддержки, предусмотренным госпрограммой обеспечения доступным и комфортным жильем, которая предусматривает выдачу льготного ипотечного кредита и упрощение процедуры его получения, а также увеличение доли бюджетных ассигнований в виде социальных выплат на улучшение жилищных условий, включая предоставление земельных участков под малоэтажное строительство для населения, занимающегося несельскохозяйственной деятельностью. В связи с тем, что большая часть сел и деревень находится в транспортной изоляции, считается целесообразным включить реконструкцию и строительство сельских автодорог и в дорожный национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и государственную программу развития транспортной системы. В целях стимулирования местной альтернативной занятости следует наращивать инвестиционное кредитование по сниженной фиксированной процентной ставке, основной целью чего выступает развитие несельскохозяйственных видов деятельности. При этом необходимо установить кредитные и налоговые льготы для юридических и физических лиц, создающих новые рабочие места. В конечном итоге мне хотелось бы сказать, что от реализации предложенных мероприятий во многом зависит будущее развитие агропромышленного комплекса, престижность работы в нем и развитие сельских территорий,
что найдет свое отражение в обеспечении продовольственной независимости, росте экономической эффективности сельскохозяйственного производства, повышении уровня занятости и, самое главное, улучшению качества жизни и материального благосостояния населения. Причины были озвучены. Молодежь не хочет за такие, скажем так, денежные средства ехать в сельскую местность и осуществлять свои. Из 10 механизаторов нужен 1, остальные 9 пошли пить. То есть, если реально приехать в хозяйство, все немножко отличается. Да. Ну, здесь вот, вы знаете, этот вопрос открытый, да, и вот вообще, как говорят множество вот исследователей в этом, это вот такой риторический вопрос, что сделать с высвободившейся рабочей силой. Ну, не зря у нас появляются новые заболевания, да. То есть необходимо на сегодняшний день сократить численность населения, но, собственно говоря, с этим успешно и справляется, скажем так, наша экономика, да, в общем-то, не просто так, цифровизация, но у нас сейчас и смертность очень высокая. Но если вот говорить по науке, да, то здесь, конечно же, на сегодняшний день ведутся дискуссии о том, что нужно именно привносить удаленные, дистанционные рабочие места в сельской местности. То есть не обязательно связанные с сельскохозяйством, да, а, допустим, это заполнение каких-то баз данных, да, то есть, например, можно находиться где-то за городом в сельской местности, и если есть интернет, то можно запросто вот такую вот и не требующую специальной квалификации работу выполнять, да. Но это уже идет обособление от аграрной сферы местного населения, да? Да. Если раньше были деревни и в колхозе работали все деревенские, да, то сейчас там какой-нибудь маленький холдинг, у которого минимум персонала и роботы, да, а как бы муниципалитет местный потихонечку выветривается, люди уезжают, все это сходит. Да. Ну вот успешно с развитием на сегодняшний день тоже в нашем вузе совместно с Евгением Владимировичем Рудым мы работаем, тоже вот рассматриваем опыт развития сельских территорий международной. Ну и хорошие показатели, если вот смотреть по странам СНГ, то очень хорошие показатели показывает Беларусь, демонстрирует. Именно посредством развития агрогородков. И им удалось добиться определенных положительных результатов. Ну вот мое мнение, что нужно вот по этому пути развиваться. У нас в Новосибирской области у нас значительное количество агрохолдингов, и, допустим, в Маслянина у нас сибирская Нива находится. Может двигаться по пути развития и поддержки личных способных хозяйств. Конечно. Но экономические законы диктуют, наоборот, укрупнение и поглощение. Противоречия. Да. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Мы немножко выбиваемся из графика. Всем участникам форума. Разрешите представить мой доклад на тему селекции многолетних трав якутском и сельского хозяйства. Как известно, животноводство является основной отраслью Республики Саха-Якутия, и кормопроизводство составляет основу развития животноводства Якутии. Основным источником корма крупного рогатого скота и лошади являются грубые корма. Опыт травосеяния в 80-х-90-х годах прошлого столетия научными разработками ученых производственными посевами показала свою эффективность в условиях многолетней жратвы. Так, в 1988 году посевы многолетних трав и семян составили 8700 гектаров, где было собрано 687 тонн семян. А в 1989 году был собран рекордный урожай семян, это 881 тонна. Сортов многолетних трав с высокой адаптивностью к суровым климатическим условиям региона, которые могут вполне удовлетворять потребности грубых кормов в регионе. Так, у нас по бобовым травам созданы и районированы два сорта. Это люцерна якутская желтая, которая не имеет аналогов в мире по зимостойкости, рекомендуется для сенокосно-пастбищного использования для повышения питательности кормов. А также донник белый невьюнский рекомендуется для силосования и сенажирования.
Так, следующий слайд. Для создания сенокосных и сенокосно-пастбищных угодий на пойменных лугах Центральной Якутии в 2014 году был районирован сорт кострица безостого Эркен. Урожайность очень низкая, деградация очень сильнейшая, потому что весь год там опасаются круглогодичный. Вот. Урожайность там получается, вот, по моим последним данным, особенно за засушливый период, 3-4 центнера. Так? Вот какие виды вот, из всех у нас в Якутии 22 сорта. А вот из каких вот этих сортов наиболее перспективные для использования на алласных экосистемах? Ну, у нас специально для алласных условий и в условиях алласа создан новый сорт, который районирован в 2020 году, Передний сибирский мединский. А также мы рекомендуем Редмерию изменчивую ленскую, Порей ползучий тойбохойский и Передний сибирский ангинский. Коллеги, я хочу представить некоторые результаты многолетних исследований группы исследователей совместных исследований СВНЦА РАН и Института биологических проблем биоагитозоны. Значит, название сообщения «Опыт оценки климата на Земле вследствие увеличения количества углеродов СО2 в атмосфере Земли» сейчас занимает одно из первых мест среди проблем науки о Земле. И для каждого группы пользователей основа для портала она будет. На территории Республики Саха-Якутия действует геопортал объекта с границей муниципальных образований, тематические карты, которые вот характеризуют регион. Например, вот на слайде представлены тематические. My research topic is some issues of Mongolian beef export and quality. I'm from Mongolia School of Economics and Business. My colleague is Jian, which from the School of Animal Science and Biotechnology of Mongolian University of Life Science. После гениального выступления Проченко, ну и Кривошапкин Константин Константинович, ректор Аграрного университета, затем Ломбарский Игорь Сергеевич, исполняющий обязанности директора центра, да, ну и Лянман, примерно вот эти люди уже обозначились, да, ну и другие желающие тоже. Ну, хотелось бы, чтобы во время круглого стола затронулись особенные темы, приблизительно разрисованные по тематике нашего форума. Мы затрагиваем здесь особенно промышленный комплекс, сельское хозяйство, сельские территории и связанные с тем, с вами у нас 5 традиционных отраслей, такие как оленеводство, огородоводство. Ну, это я затронул, да, то я уже свой доклад уже начинаю, да, свое выступление. Давайте я начну лучше, да, и обозначу все. Потом, как модератор, я буду по ходу направлять. Уважаемые коллеги, Якутия, наша республика, это самый крупный регион России, самая большая административная территориальная единица в мире. Численность населения на 1 января было более 970 тысяч человек. Здесь удельный вес составляет где-то около 54%. Удельный вес – это сельское население. В республике проживают представители более 120 национальностей. Преимущественно это коренное население, это Якуты, Саха, представители малочисленных народов Севера,
это верный и конечно, у нас коренные русские, да? Они даже некоторые себя называют пахачанами, русско-устинцами, уже давно здесь живут. Так. Основными отраслями сельскохозяйственного производства являются оленеводство, скотоводство, табунное коневодство, рыболовство, промысел. Ну, конечно, растениеводство сейчас обязательно входит в основную отрасль уже, хотя оно у нас развивается, мы говорим, сравнительно недавно, это с приходом к нам русских первопроходцев началось у нас земледелие, да? Но уже скоро будет 400 лет, да? А мы говорим все равно, что как бы нетрадиционно. 400 лет, наверное, можно сказать, уже традиционно, да? Хлебопашество у нас. И, конечно, кормопроизводство, овощеводство, картофелеводство, все у нас развивается, и также садоводство, ягодные культуры и так далее. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств республики на конец 2020 года было 180 тысяч голов. 180 тысяч голов, но здесь, если посмотреть, то деловой выход, да, телят, значит, никогда не превышает более 70 тысяч, 70%. 72, может быть, больше не идет. Это говорит о чем? Что есть большие перспективы работы. Большие перспективы работы по получению приплода, получению мяса, ну и молока, конечно. Земельный фонд республики составляет 308 352 тысячи гектаров. Это вообще, можно сказать, астрономическая сумма. Из них земельные ресурсы сельскохозяйственного назначения занимают 119 446 тысяч га, или 6,3% от общей площади республики. Какие проблемы? Это сохранение аграрного сектора как носителя культуры села, этноса. Самый главный вопрос – это, конечно, наша еда, пища, экологически чистая наша пища. Кроме этого, есть реальные возникающие проблемы, и на это как будем отвечать, как будет отвечать проживающий этнос, село, культура. Оно будет страдать, уменьшаться. Когда и как оно ответит, мы должны предугадать, отвечать идеями, предложениями и стратегическими планами. Среди вызовов, которые сегодня стоят перед человечеством, значимое место занимает угроза глобального потепления, продовольственный и энергетический кризис, загрязнение окружающей среды. Согласно указу президента Российской Федерации, в качестве цели пространственного развития Российской Федерации определено обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития, направленного на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, а также обеспечение национальной безопасности страны. Для достижения указанной цели предлагается решение следующих основных задач. Здесь слайд 6, пожалуйста, должен стоять. Ликвидация инфраструктурных ограничений федерального значения, повышение доступности и качества всей инфраструктуры, обеспечение условий для развития производств. Население должно желательно производить что-то, товарную продукцию. Так, 7 слайд. Повышение устойчивости национальной системы расселения путем социально-экономического развития городов и сельских территорий. В связи с этим не отказываться от
территорий, а наоборот претендовать на арктические территории для проживания, расширения населения России. Обеспечение расширения географии и ускорения экономического роста, научно-технологического и инновационного развития аграрный сектор республики может производить органическую, экологически безопасную, натуральную брендовую продукцию. Обеспечение улучшения состояния окружающей среды, сохранение и восстановление биологического разнообразия, культурных ландшафтов и сокращение негативных последствий от изменения климата. Для этого должны возникнуть новые направления. На это нас подстегивает глобализация с учетом потепления, коронавируса, стихийных природных катаклизмов, такие как пожар у нас в Якутии, аж даже самолеты не летали у нас. Как мы на это ответим? Вот сегодняшний вопрос. Слайд 8. Мы, аграрники, вообще-то проиграли борьбу во время перестройки за ресурсы технологии. Дальше мы не должны упускать это. Экологические проблемы – это федеральная функция экологических проблем, которые у нас есть. Вот. Недропользователи нанесли урон, много земель отдано им. Если нарушить экологию, оно не возобновится. Если вот посмотреть, сколько средств выделялось аграрному сектору во времена, скажем, советской власти, до перестройки. Мне кажется, до перестройки у нас и Министерства экологии не было. Так же? Ну, ее работу, по крайней мере, не было. Она была при Министерстве сельского хозяйства. Земли, финансы, большие ресурсы, все при Министерстве сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства было самым крупным министерством у нас в республике. Так, да? А сейчас какой бюджет Министерства сельского хозяйства? Научные деньги, где? Все, где? Если посмотреть. Поэтому мы практически, аграрники, да, проиграли. Здесь, в связи с приходом перестройки, когда мы отказывались от совхозов, от производства товарной продукции, пришли к тому, что у нас практически ничего не осталось. Мы как бы образ жизни, социальная сторона только осталась. А товарной продукции почти нет. Если у семьи одна корова, мы говорим, это фермер. Они заняты, они не заняты. И сейчас хорошо, что глава 30 тысяч выделяет на одну корову. А так-то на поголовье не видно. Поэтому если бюджет Министерства сельского хозяйства просмотреть, но я его анализировать не буду. Его вот анализировали новосибирские ученые, там экономистов больше, они покажут. Поэтому у нас социальная часть, как бы мы говорим 12 миллиардов, а там социальная больше социалки. А на саму товарную продукцию сколько средств выделяется? Это получится, что не так уж и много. Для того, чтобы получить ощутимый результат. Поэтому сейчас, когда президент страны объявил наукой и технологией, мы должны научные рекомендации, научно-стратегические действия какие сделать и вернуть сельскому хозяйству те позиции, которые были у себя. И дать им льготное кредитование, дать им мелиорацию, дать им технику, дать им все возможное, чтобы на селе производили товарную продукцию, которая сейчас будет она конкурентоспособной, потому что это экологически чистая, брендовая, натуральная,
Мы даже говорим органическое, а мне кажется, слово органическое сегодня надо хорошенько обсудить и придумать термин. Вчера близко мы были, близко, когда вот молодой, уже не молодой, можно сказать, такие люди в 33 года люди управляли Министерством авиации у нас, авиастроение, как мне рассказывал академик Донченко, по заданию Сталина 33-летние возглавляли Министерство союзное. Яковлев, поставил-то его Сталин, Яковлев сам себя не поставил, так же? Да. Вот эти люди работали, а сейчас у нас главный ученый секретарь Мордовской вчера очень хорошие идеи высказал, поэтому мы сегодня обсудить и найти бы вот этот термин, это слово бы, потому что у нас территория Якутии очень большая, от этого зависит наше будущее, и селяне от нас ждут, что же наши ученые что-то там заседают, что они делают, что они хорошего нам, ученые наши мужи, сделали, вот чего они ждут. В этом зале много чего решалось, 2 человека очень большие дела решали. Это Черяев Гавриил Осипович и Черский академик, развитие Северо-Востока, производительной силы и так далее. Что вот благодаря им вот это здание построено. И мы в этом здании, другого здания научного у нас нету. Вот Академия наук только, но она намного меньше. Намного меньше. Академгородок, вот наш здесь, сейчас ни поликлиники, ни домов, ничего, науки нету. Поэтому наука должна сейчас свои позиции взять. Идеи мы должны дать, новые стратегические идеи, чтобы глава республики, парламент и правительство на этом фундаменте пошли бы вперед. А она есть, это Арктика. Арктика. Освоение арктических территорий. Президент страны пространственное развитие предлагает нам освоить, делать. А как? Мы это должны придумать. Предложить идеи, как это сделать. Не возьмем же мы сразу пошли пространственно развивать эти территории. Эти территории раньше пространственно заняты были кем? Оленеводами, охотниками, рыбаками. Ну и в Тиксе жили же, большой поселок. В Черском же жили. Во всех поселках жили. В Куларе тоже жили. Поэтому это территория граждан Российской Федерации. Но сейчас она очень-очень малонаселенная. Поэтому некоторые страны думают, что это там в российских территориях, шельфовых территориях, там северной, северо-восточной территории мало людей живет. Совсем почти нету. Может попретендовать, понимаете, да? И в связи с этим мы должны предложить вариант. Какие варианты? Организация Объединенных Наций очень хорошие такие вот отдельные программы предложила. Это программа развития семейной экономики, фермерских семейных хозяйств. 2 программы действуют. Они действуют где? В малонаселенных территориях, где низкая зарплата. Одна в Африке, другая в Латинской Америке. Ну, значит, можно же 3-ю программу в Арктике. Тогда мы получим доступ к Международному валютному фонду. Или еще другие институты есть, финансовые институты. Но как его сделать тоже? Тоже подсказка одна идет, тоже действует программа «Гендерная политика». Женщина. Женщина всегда за качество. Женщина в своей семье испорченными продуктами или некачественными продуктами никогда не будет кормить своих детей, свою семью. Так? Поэтому женщина производит продукцию, кормит свою семью, а излишки продает на рынок. Экологически чистую, брендовую, органическую продукцию.
Это какая продукция? Если мы поставим вопрос в Якутии о развитии табунного коневодства, увеличение поголовья 500 тысяч, потом поставить до 1 миллиона, тогда вопрос другой. Освоение новых территорий. Вопрос другой. Под женщину кредиты, под женщину на женщину давать земли, на женщину все. А мужчина идет вместе с женщиной. Женщина сейчас что может сделать? Если ее обучить, дать ей знания дистанционного обучения. Сейчас вузы дистанционно работают, школы дистанционно работают. Сейчас победителем конкуренции будет тот, кто дает дистанционное обучение качественное, которое люди осваивают. И будет побеждать тот, кто умеет получать дистанционно знания. Сегодня этот доклад был, доклад у Нифонтова Константина Григорьевича, где он четко сказал, но я его повторять не буду, но кто слышал, помните, да? Ну, коротко скажу, что сейчас дети, молодые люди любят короткую информацию, где все есть. Смотрят вот это, и на этом они формируются. А длинной информации им не надо. Также, поэтому длинные лекции, длинные семинарские занятия, это уже уйдет на прошлое. Таким образом, нам сегодня многое надо поговорить, и в этом направлении бы что-то предложить нашей республике, это было бы очень хорошо, очень хорошо. Ну, я бы хотел еще остановиться на таких вот моментах, как бы финансирование нашего аграрного сектора, да. Мы сейчас субсидируем, субсидиями, да, и люди уже привыкли к субсидиям, да, и на субсидию смотрят как на бизнес. Предприниматели, да, тоже стараются заработать на этом. Вот субсидия, она не вечная, она зависит от того, что есть у нас деньги в бюджете, есть налоговые поступления, но они же ведь на самом деле эти налоговые поступления назначены практически на социальную сторону больше. Поэтому очень сложно будет все время ожидать все на субсидии. Так что предприимчивые люди должны работать на кредитах. На кредитах, но льготные кредиты могут быть. И кредиты на что? Вот здесь политика должна быть у нашего парламента, у правительства и, конечно, с федеральным центром договариваться. Ну, я многое не буду как бы затрагивать, то я перехожу, но хотелось бы сегодня, да, и поговорить о пожарах, о природе, и какие предложения у нас тут есть, да, и все. Если бы вы мне разрешили, я бы мог уже и час говорить, да, по этим направлениям, но так нельзя, как говорится. Есть время, которое у меня ограничено, я уже его переборщил, да, уже перебрал. Наверное, остановлюсь на этом, да, с вашего позволения. Да? Более даже час. Вот. Я вот академика слушаюсь, как академик, останавливаюсь. Спасибо. Тогда слово вам. Спасибо. Я пару слов скажу все-таки по секции, по нашей второй секции, вам будет интересно, я был там модератором, у меня были помощники хорошие, Николаева Наталья Афанасьевна и Дулова Саргалана, да, Валерьевна. Значит, что секция обсуждала вопросы по зоотехнии, биотехнологии, ветеринарной медицины, механизации, электрификации, автоматизации, переработки, хранения сельскохозяйственной продукции и информатики. Значит, у нас заседало 17 человек, в том числе 17 выступило, не те, кто заседали, в том числе, и 5 выступили с докладами, и 12 онлайн. Значит, из Монголии выступали, из Казахстана, с 2 городов,
из столицы и из Алматы, из Якутска, из Новосибирска, Красноярска, Алтайского края, Бурятии, Калмыкии, Тыва. Я вам хочу сказать, что очень хорошие были доклады, интересные доклады. И мы даже вот и вопросы задавали, и между выступающими даже онлайн мы значит, дискуссии проводили, кое-где подсказывали, с кем связаться, допустим, по тем или иным вопросам. Я думаю, что секция прошла удачно. Спасибо тем людям, которые, в общем-то, обеспечили работу этой секции и были на этой секции. Теперь конкретно по тем вопросам, о которых сегодня затрагивал Леонид Николаевич. Я перед этим совещанием на неделю-две до этого был здесь специально. Кирилл Сергеевич меня послал сюда, чтобы я, так сказать, посмотрел, потому что мы тоже боялись, что, не дай бог, что-то не получится. Мы с Леонидом Николаевичем побывали, а с нами был еще ректор нашего университета Евгений Владимирович, корреспондент молодой, 42-летний. Он сегодня не смог там, но он прислал, у него есть человек, который все тут, так сказать, фотографирует и в памяти фотографирует. Мы побывали у руководства, у зампредседателя правительства, у министра, в Государственном университете, в Янийске побывали. И когда мы были у руководства, там стал вопрос о том, о чем сегодня говорит Леонид Николаевич. Почему мы вносим достаточно неплохие средства, а кэшбэка, то есть вот, получаем оттуда практически на 2-3 миллиарда больше, а остальное куда идет и почему это и так далее. Ну, попросили меня вот, попытаться через наших специалистов попытаться проанализировать вот эту ситуацию. Ну, и я думаю, я сегодня сейчас вам доложу то, что наш Институт экономики и его, значит, сотрудники, в том числе и с моей помощью, так сказать, сделали. Потом мы посмотрим, наверное, придется этот доклад немножко там подработать и отдать и президенту, и все по инстанциям. Значит, я не буду говорить о территории всей республики, потому что вы уже об этом, вот, Леонид Николаевич сказал, но я хочу сказать, что площадь республики, вот из этой площади только 8% используется землепользователей, занимающихся сельхозпроизводством. В российской сетке разделение регионов по специфике существования и развития отраслей народного хозяйства от республики отнесена к сельскохозяйственным регионам, о чем здесь уже было сказано. Одной из особенностей населения республики Саха-Якутия является ее крайнее неравномерное размещение наиболее плотно заселения ее центральной зоны. Удельный вес сельских жителей в общей численности населения республики на начало 2021 года составил 33,7%. В сельском хозяйстве занято 6,7%, я не буду общие цифры говорить, 6,7% от числа занятых в экономике. То есть не так и много вроде бы, когда на селе живет достаточно большое количество людей. Вот республика, согласно системе ведения сельскохозяйственного производства, выделяет 5 основных природно-сельскохозяйственных зон. Здесь говорил Леонид Николаевич, и беседа говорил, что нам надо для зоны и животных, и для зоны пшеницу, и для зоны переработку, и так далее, и так далее. Действительно, это так. Вот это оленеводческо-промысловая, включая районы побережья Северного Ледовитого океана, животноводческо-промысловая зона охватывает районы Индигирско-Колымской, северо-восточной горной складки и южной горно-таежной природной зоны республики. Животноводческая зона, включая районы бассейна реки Вилюй. Животноводческая земледельческая зона расположена в юго-восточной и юго-западной части республики. И пригородная зона города Якутска. Вот если делать план социально-экономического развития, то, я думаю, не думаю, а мы так всегда и делали, надо вот как раз делать по этим зонам. Вплоть до того, что даже налогообложение и помощь
всевозможное. Все надо приравнивать к этим зонам. Ведь Россия это так и сделана. Ведь там, где плохо человеку, там и больше и зарплаты, и больше идет, значит, всевозможная помощь. Вот сельскохозяйственное производство ведется в суровых природно-климатических условиях. Я об этом не буду говорить, вам все это понятно. И поэтому вот из-за этого в сельском хозяйстве расходуется у вас на 25-30% больше нефтепродуктов, увеличиваются на 30-35% затраты на обслуживание техники. Вследствие обширности территорий радиус транспортных перевозок груза увеличивается в 2-3 раза по сравнению со средними показателями в Российской Федерации. Первый, пожалуйста, дайте первый. Агропромышленное производство играет важную роль в обеспечении населения республики продуктами питания и жизнеспособности сельского населения. Присутствие местной сельскохозяйственной продукции на региональном продовольственном рынке препятствует, обратите внимание, монополизации локальных рынков отдельными поставщиками продукции и является серьезным стабилизирующим фактором сдерживания цен на сельскохозяйственную пищевую продукцию, завозимую из других регионов и государств. Я хочу сказать, пока он табличку делает, хочу сказать, что я сам знаю, что есть у нас фирмы, которые из Новосибирска завозят сюда даже комбикорма, понимаете? Продукты питания завозят. А где они берут? Они где-то еще в другом месте перекупают. Завозят оттуда из, значит, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана. Они транзитом перекупают и привозят к вам. И делают немножко ниже стоимость, чем ваша продукция, стоимость вашей продукции. И получается вот такая вот канитель. Значит, вот первая табличка, вы посмотрите, значит, место Республики Саха-Якутия в производстве продукции сельского хозяйства Дальневосточным федеральным округом на 2020 год. Вот я много не буду говорить, я вот по рейтингу по производству основных видов сельскохозяйственной продукции в регионах Дальневосточного федерального округа республика занимает в основном 5-е, вот последнее место, 5-е и 6-е места, за исключением производства молока, по которому республика находится на 2-м месте с уровнем производства где-то 163 тысячи тонн. Так вот, было ввезено из других регионов, включая экспорт, 40,5 тысяч тонн картофеля, 44 тысячи тонн овощей, 62 тысячи тонн мяса и мясопродуктов, 120 тысяч тонн молока и молокопродуктов. Я видел здесь и новосибирское молоко, и 102 тысячи тонн миллионов штук яйца. По предварительным, вот здесь вот это если видно, посмотрите, нет, слушайте, тогда поверьте мне на слово. По предварительным данным, в 2020 году уровень обеспечения снизился, я не вижу ничего. Ну ладно, снизился по картофелю, ладно, мне еще Бог пока без очков дал возможность. Значит, по предварительным данным, уровень самообеспечения снизился по картофелю и овощам и несущественно повысился по мясу, молоку и яйцу. Теперь, значит, третью табличку покажите. Сельское хозяйство республики развивается, тут уже говорили, нестабильно. Темпы производства валовой продукции низкие, заметным колебанием по годам, вследствие сильной зависимости от чего? Конечно, от погодных условий, тем более вот в этот период времени. В структуре валовой продукции 47% занимает личное хозяйство населения. Вот мы дальше будем танцевать об этом, о чем говорил Леонид Николаевич. 27% сельхозорганизаций, 26 крестьянских фермерских хозяйств. Там, где он говорит, по одной, по две коровы.
В 1991 году доля сельхозорганизаций в структуре валовой продукции в республике составляла 77%. Изменения в структуре, он не смотрел мой доклад. Это он говорит, зная, что он говорит. Изменения в структуре валовой продукции по сельхозпроизводителям в сторону увеличения доли личных хозяйств населения негативно отражается на темпах и объемах производства. Личное хозяйство населения ориентировано в основном на самообеспечение, то есть натуральное хозяйство. Уровень товарности сельхозпродукции в этой категории хозяйств низкий, и при независимости инфраструктуры продовольственного рынка сельхозпродукции на перерабатывающие предприятия поступает в небольших объемах. Продукция в основном закупается перекупщиками по низким ценам. К тому же труд в личных хозяйствах основан на чем? На применении технологий в сельской местности, где проживает население в основном пенсионного возраста. В этих условиях ожидать реального роста объема производства сельхозпродукции затруднено. К тому же статистическая информация по личным хозяйствам населения вызывает много вопросов. Перспектива развития сельского хозяйственного производства в личных хозяйствах и фермерских хозяйствах видится в кооперации, но в регионе пока это направление развивается очень слабо. Необходимо стимулировать развитие крупнотоварного производства, а также продукции. Вы посмотрите, что в Новосибирской области попросили меня, как у себя и у вас, хотя мы работаем на весь Сибирский федеральный округ, кто живет в Новосибирске, поближе, вот до реформенный период удельный вес сельхозорганизации в структуре валовой продукции составлял 72%. А на долю личных хозяйств населения приходилось 27%. За годы реформы доля крупнотоварного сектора в структуре валовой продукции сократилась до 67%. То есть было 72, стало 67. То есть на 5% всего. В последние годы наблюдается положительная динамика по увеличению производства продукции в сельхозорганизациях. Сохранение в Новосибирской области крупнотоварного сектора позволяет внедрять в производство новые современные технологии, чем вот и наш центр занимается, и другие научные учреждения. Вот, основано на инновационных разработках. В этом отношении аграрный сектор Новосибирской области функционирует в более благоприятных условиях. Следующую четвертую таблицу. Вот в четвертой таблице представлены финансово-экономические показатели сельскохозяйственных организаций Республики Саха-Якутия и Новосибирской области. Вот ряд, посмотрите. В 2019 году, 2018 не берите, уровень рентабельности в сельхозорганизациях республики без учета субсидий из бюджета составил минус 38,3%. С учетом субсидий 4,7%. В Новосибирской области этот показатель составил 8,6%. Если у вас минус 38, то плюс 8,6 и 11,4. 19, 13 и 15, 20. Для введения расширенного воспроизводства и технологического обоснования уровень рентабельности должен составлять не менее 30-35%. Пожалуйста, следующую табличку. В рамках реализации государственной программы развития сельскохозяйственного производства и продовольствия рынка Республики Саха-Якутия оказывает значительная государственная поддержка, АПК, как из бюджета республики, так и из федерального бюджета, о чем мы говорили с вашим руководством. Вот вы посмотрите, однако эффективность такой господдержки довольно низкая. У вас в таблице вот 5, посмотрите, показана господдержка в Республике Саха-Якутия и Новосибирской области. За последние 3 года на 1 рубль государственной поддержки
в Республике Саха-Якутия произведено 2,45 или 2,42 рубля валовой продукции. В Новосибирской области 16,19 и до 28,55 рубля. Есть разница, и большая разница. Ну, господдержка у вас в республике, она, не буду перечислять эти, значит, постановления главы и, значит, парламента, она утверждена у вас рядом указом. Вот, пожалуйста, следующую табличку. В общем объеме господдержки республики основная доля приходится на республиканский бюджет. 88-90%. Доля федерального бюджета, бюджетное финансирование мероприятий господдержки составляет 10-12%. Вот объем в этой табличке, 6-й, объем государственной поддержки в 2019 году по сравнению с 2012 годом увеличился на 2,5 миллиарда рублей или на 31% за счет средств федерального бюджета. И на 486 миллионов рублей или 57% за счет республиканского бюджета. Вот такая вот ситуация. Я не буду говорить по хозяйствам. Вот следующую, 7-ю табличку. Объем финансирования из республиканского бюджета на 2020-2021 год предусмотрен на уровне 10 миллиардов рублей. С последующим сокращением в 2024 году, вот имейте в виду, до 6 миллиардов рублей. Средства федерального бюджета в 2020 году предусмотрены на уровне 724 миллионов рублей с последующим сокращением в 2024 году до 630 рублей. Вот такая ситуация, чтобы вы знали, понимали, куда мы идем. Пожалуйста, 8-ю табличку. Как же идет финансирование? Финансирование идет у вас по госпрограммам. Таких госпрограмм, по-моему, 9. Я не буду их всех перечислять, но в основном идет на 2-ю программу. Это рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса. Вот на эту программу. Теперь 9-ю табличку. Вот в 9-й табличке расшифровывается вот эта поддержка. Наибольший удельный вес в госпрограмме занимает программа 2, я сказал. Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса в 2020 году на долю этой программы приходило 64,9 бюджетных средств. Из них 61,4 на республиканский бюджет шло. И 2,4 на федеральный бюджет. И 1% на местный бюджет. Давайте 10-ю таблицу. Не буду эти таблицы очень... Это потом уже мы рассмотрим. По данным информационного справочника о мерах и направлении государственной поддержки АПК Российской Федерации, в таблице вот этой 10-й показана структура объема государственной субсидирования в разрезе мер поддержки агропромышленного комплекса Республики Саха-Якутия и Новосибирской области. Я вам сейчас немножко в этом плане расшифрую. В Республике Саха-Якутия поддержка производственной деятельности осуществляется в виде субсидий на стимулирование развития приоритетных подотрасли агропромышленного комплекса. Удельный вес всего в объеме 11,2%. И поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 12%. Субсидии направлены на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК. Туда входят субсидии и гранты в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм, гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребителей, кооперативов, финансирование финансового обеспечения части затрат на содержание племенного маточного поголовья,
который у вас не такой большой сельскохозяйственный животных, на приобретение племенного молодняка и племенных организаций. Если посмотрите, это минимум минимум. В Новосибирской области на развитие вот этой отраслевой программы комплекса значит, направлено 46% от общего объема. То есть это точечно на сельское хозяйство, которое надо развиваться, направлены почти на 50% всех бюджетных и небюджетных средств. Наибольший удельный вес в общем объеме субсидий Республики Саха-Якутия составляет субсидии, направленные на комплексное развитие сельских территорий. Понимаете? Это не Министерство сельского хозяйства должно этим делом заниматься. В том числе 43 идет деньги через Министерство сельского хозяйства. И 0,6% от общего объема субсидий направлено на реализацию конкретных проектов комплексного развития сельских территорий по муниципальным улусам республики. В Новосибирской области на эти цели направлено всего 32%, то есть в 2 раза меньше. В Республике Саха-Якутии недостаточно внимания уделяется вопросам стимулирования инновационной деятельности. То есть это наша деятельность с вами в агропромышленном комплексе. Всего 2,1% от общей поддержки. В Новосибирской области через Министерство науки и образования 16,8%. То есть на 8 раз больше, которая включает в себя поддержку инвестиционного кредитования ОПК, возмещение части прямых понесенных затрат на создание или модернизацию объектов АПК, учитывая, что материально-техническая база сельского хозяйства республики изношена, необходимо увеличить объем господдержки по этому направлению. Активизация инвестиционной деятельности – это приоритетная задача органов управления, так как инновации нуждаются практически все сферы и отрасли АПК, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, жилищная сфера села и так далее. Субсидии остаются одним из ключевых факторов при принятии инвестиционных решений в АПК. Поэтому для агробизнеса очень важно понимать политику субсидирования и долгосрочную поддержку. Ну и в конце, таким образом, в условиях сложившейся в мире геополитической ситуации, ужесточение конкуренции как на внутреннем, так и внешнем агропродовольственных рынках, цифровой трансформации сельского хозяйства, решение проблем продовольственного обеспечения населения республики основными продуктами питания требуется серьезное повышение эффективности сельскохозяйственного производства, которое возможно на основе совершенствования мер государственной поддержки отрасли. Необходимо пересмотреть структуру выделения господдержки по направлениям с целью повышения ее эффективности. Здесь важен наш научный потенциал, тщательный анализ, расходование бюджетных средств, куда направляются их основные доли, почему недостаточно отдачи от вложения вот этих средств в сельскохозяйственное производство. Исходя из этого, наши ученые считают, что целесообразно на перспективу, а может быть на ближнюю перспективу, разработать рекомендации по совершенствованию государственной поддержки АПК и комплексного развития сельских территорий Республики Саха-Якутия. Наличие подобного документа, а также адаптированной современным условиям стратегии социально-экономического развития АПК сельских территорий Республики Саха-Якутия будет способствовать получению субсидий и других видов господдержки из различных источников. Тоже говорим об этом. Необходимо позволить, поскольку позволит убедительно обновить целевые расходования финансовых ресурсов. Ну, могу добавить, к этому, здесь Леонид Николаевич очень тонко вот все подметил. Я думаю, что руководитель вот этой программы, если мы заинтересуем, мы всегда поможем. Вот он есть руководитель программы, вот он сам и не ветеринарный врач, но, в общем, видимо, у нас так жизнь сложилась, что ветеринарный врач понимает не только в своем деле, но и в несколько других отраслях.
Вот такая ситуация, уважаемые товарищи. Может быть, тяжело на первый взгляд, я приводил цифры, но я хочу сказать, что от того, кого ты поддержишь, получишь и ВВП в несколько раз больше. Если вы на 11 миллиардов рублей получаете 14 миллиардов ВВП, так, то у нас на 4 миллиарда, которые дают сельскому хозяйству, 70 миллиардов получаете. Вы понимаете? И бюджет у нас было 150, по-моему, миллиардов рублей в Новосибирской области. Я тоже дважды был депутатом, я знаю, что это такое. Мы учили, это от нас пошло, значит, и студентов брали, набирали, все помогало нам, значит, местный бюджет, и мы брали ребят хороших. Потом они шли в село, им сразу квартиру давали, корову давали и зарплату выше в 3 раза, чем те специалисты, которые там уже прижились. Они оттуда не уйдут, у них уже все есть. И он должен 4 года отработать. Если он уйдет, он пусть отдаст эти деньги дальше. Вот такая ситуация. Это просто один пример. Спасибо. Все, да? Вот они думают. Все, спасибо, да. Спасибо. Спасибо, Александр Семенович. Мы слово предоставим Кривошапкову Константину Константиновичу, временно исполняющему обязанности ректора Чешского государственного технологического университета, тема подготовка кадров разного сектора науки на Северо-Востоке Российской Федерации. Но как раз теме круглого нашего стола. Добрый день, уважаемые участники международного форума. Разрешите представить мое выступление. Это подготовка кадров для аграрного сектора экономики на северо-востоке Российской Федерации. Целью является рассмотрение проблемы подготовки кадров в контексте непрерывного аграрного образования на примере северо-восточной части России и на примере Арктического государственного агротехнологического университета. Мы находимся на территории Республики Саха-Якутия и очень хорошо, как никто другой, понимаем, что без компетентных кадров невозможно развитие агропромышленного комплекса, аграрной науки и в целом сельского хозяйства, так как республика у нас является сельскохозяйственной республикой, и республика занимает территорию действительно очень большую, это более 3 миллионов квадратных километров, сравнимо с Индией, это территория как Индии, где проживает менее 1 миллиона человек. Территория является уникальной, но в то же время это земля, где очень рискованное земледелие, то засухи, то наводнения, то пожары, то сибирский шелкопряд, которые, конечно же, очень отрицательно влияют на развитие сельского хозяйства. И по сравнению с нашей республикой, я считаю Новосибирскую область аграрным раем. Так, пожалуйста, следующий слайд. На территории Дальневосточного федерального округа мы расположены 5 высших учебных заведений. Это, кроме нас, Бурятский ГСХ, Дальневосточный государственный аграрный университет, Иркутский ГАО, Приморская ГСХ. И только на территории северо-востока Российской Федерации, который занимает Чукотскую автономную область, Магаданский край, вернитесь, пожалуйста, вернитесь. Ага. Так, север Хабаровского края, Камчатскую область, находится только Арктический государственный агротехнологический университет. А территория северо-востока занимает 30% Российской Федерации. Какие же проблемы существуют в целом, и не только у нас, но и в целом, наверное, в России? Это подготовки кадров. Во-первых, если в зарубежных странах специалист аграрного сектора, бакалавр, магистр, PhD по агросайенс является очень престижным, то у нас, конечно же, престиж пока до такого уровня не дошел. Ну и, соответственно, здесь молодежь, она ориентирована на другие отрасли.
первую очередь у нас республика ориентирована на IT-технологии. Почему? Потому что в Дальневосточном федеральном округе Республика Саха-Якутия является первым, стоит на первом месте по развитию IT-компаний, IT-технологий и по налогам, которые дают эти IT-компании для республики. Сравните, что две компании, Майтона и Синет Групп или Индрайвер Арсенатонского, дают больше налогов, чем Алроса. Следующее. Снижение числа школьников. Да, это действительно проблема, наверное, всей России. И если сравнить Республику Саха-Якутия, то в начале 2000-2005 годов у нас было 14 тысяч выпускников, то в этом году стало выпускников 8284 человека, и в 2019 году было еще хуже, 6 тысяч человек. Ну и, соответственно, эта проблема, возможно, будет существовать, хотя в Республике Саха-Якутия сохраняется положительная демография, но очень надеемся, что миграционный отток от северо-восточной части России в целом и по Дальнему Востоку уменьшится. Следующая проблема – это отказ от сдачи ЕГЭ у школьников, выпускников школ. Из-за этого многие школьники не продолжают обучение в 10-11 классах, заканчивают школу 9 классом и поступают на среднее профессиональное образование. Вроде бы хорошо, но от этого в какой-то степени, конечно же, страдает качество знаний. Следующее – низкая эффективность использования государственных средств при трудоустройстве, ну, прямиком, если так сказать, трудоустройстве выпускников вуза. Почему? Потому что государство платит за обучение студентов, но не следит за трудоустройством выпускников. И таким образом ведущие вузы России подпитывают умами зарубежные страны. Это так и есть. Многие выпускники, они уезжают за пределы Российской Федерации и где трудоустраиваются и зарабатывают, ну, скажем так, неплохие деньги для существования. Так, следующий слайд, пожалуйста. У нас в республике есть на самом деле непрерывное агрообразование, которое было заложено еще в 90-х годах первым президентом Республики Саха-Якутия Михаилом Ефимовичем Николаевым, и начинается это из агрошкол. У нас в республике 97 агрошкол в 27 районах, где обучаются 18 518 школьников. Достаточно, вроде бы, большое количество школьников. Ну, здесь видите диаграмму, по каким направлениям агрошколы развиваются, но есть проблема, которую показывает таблица. В 2017 году из этих школ поступили к нам всего 45 выпускников. В 2018 году 64, в 2019 году чуть больше 92, в 2020 году 53. На 2021 год мы сейчас анализируем, и в скором будущем эти данные будут известны. Получается, с каждой школы по 0,6 человек поступает. Где эффективность использования государственных средств этими агрошколами? Так, 40%, 35%, 30%, которые прибавляются к заработной плате учителей. Следующий слайд. Здесь мы проанализировали среднее профессиональное аграрное образование на северо-востоке Российской Федерации. В Магаданской области один техникум. В Хабаровском крае нету вуза аграрного вуза, есть только техникум. В Чукотке есть 2 колледжа, которые, ну, тем или иным способом связаны с аграрным образованием. В Приморском крае 4, в Бурятии 2. И в Республике Саха-Якутия имеется один техникум, это Якутский сельскохозяйственный техникум с Тюнгюлюнским филиалом, который был создан в 2018 году как курсы для специалистов сельского хозяйства, и в 2025 году стал сельскохозяйственным техникумом, где обучаются ежегодно около 800 обучающихся. Вроде бы, опять-таки, неплохой показатель. Вроде бы. Так, далее. Высшее образование на примере АГАТУ. И в 2017 году наш университет стал базовым
вузом Министерства сельского хозяйства по подготовке специалистов для традиционных отраслей Севера. Это оленеводство, догонное коневодство, скотоводство. И если посмотреть историю в следующем слайде, то мы начали свою деятельность как сельскохозяйственный факультет Якутского государственного университета, и в 2020 году мы стали Арктическим государственным агротехнологическим университетом. Если рассмотреть структуру, то у нас 5 факультетов, есть традиционные факультеты, есть совершенно новые факультеты, которые как бы и с сельским хозяйством не очень связаны, но в то же время, как университет, имеет возможность развивать новые направления. Колледж технологий управления, Артемский филиал, где работают около 180 научно-педагогических работников. Мы готовим специалистов по 20 программам бакалавриатуры. Одна программа специалитета, которая сохранилась по ветеринарии, 11 программ магистратуры, 8 программ аспирантуры и 10 программ среднего профессионального образования. Причем обращаю внимание, что как раз-то конкурс, самый большой конкурс на поступление именно по программам среднего профессионального образования. Доходит до 5 заявлений на одно место, до 6 заявлений. А по другим традиционным нашим направлениям иногда бывает даже недобор. Ну, новые направления, которые мы открыли, это теплоэнергетика, теплотехники. Вы сами понимаете, что это вопрос жизни и смерти у нас в Республике Саха-Якутия. В прошлом году у нас была аварийная ситуация, и надо сказать, что иногда бывают такие ситуации на целые деревни, на целые села, когда они замерзают в декабре или январе. Также лесное дело землеустройства кадастра, это тоже новое направление, которое очень востребовано и будет еще больше востребовано в связи с пожарами. И информационная система и программирование – это мейнстрим, это новый тренд, который очень интересует наших студентов, молодежь, которые, можно сказать, уже поколение не Z, а поколение Альфа идет, который от телефонов-то и не отходит. Так, и поварское кондитерское дело, которое мы в этом году открыли, которое тоже очень востребовано у нас в республике. В следующем слайде я продемонстрировал постановление правительства под номером 696 по этой программе комплексного развития сельских территорий. Очень интересные данные по поводу подготовки кадров по целевому набору. Вы все это очень хорошо знаете, что каждое предприятие может направить на обучение абитуриентов по целевой подготовке. И вот смотрите, по Дальневосточному федеральному округу, если в 2021 году это было 6953 человека, а в 2024 году мы должны увеличить до 13 578 человек, то сейчас, к сожалению, у нас в университете на выделенные 112 целевых мест мы набрали 54 человека. Вроде бы это лазейка. Вроде бы это льготные условия поступления, но почему-то вот у нас предприятия или сами абитуриенты не хотят в будущем идти работать туда, где они получили целевое направление. Следующий пункт – это по производственной практике студента. Тоже очень интересный пункт, который позитивно должен влиять на подготовку кадров. И вот смотрите, в 2021 году 1656 человек мы должны были направить на эту производственную практику, где 90% расходов по проживанию и по зарплате студентов это как субсидии из Минсельхоза. И мы должны увеличить до 2024 году до 2760 человек. И, к сожалению, в этом году у нас из-за неопределенных, может быть, нестыковок или недопониманий того, что такое производственная практика с, скажем, административными руководителями, да, в Минсельхозе, к сожалению, этот план на 128 человек мы не выполнили. Поэтому я предлагаю вот рекомендация круглого стола особое внимание обратить Министерству сельского хозяйства Республики Саха-Якутия по этим двум пунктам. Чтобы все сельхозтоваропроизводители четко знали, что это такое, и были заинтересованы в подготовке кадров для своих предприятий.
Следующий показатель – динамика. Как вы видите, здесь мы показали общее количество студентов на первый курс за 6 лет. Видите, хорошая положительная динамика. До 1400 студентов мы набираем на первый курс. Но последняя линия, вот она, видите, последняя линия, она является для нас негативной. Почему? Потому что эта линия показывает обучение студентов, поступление студентов по целевой подготовке за счет средств Республики Саха-Якутия. Видите, в 2020 году 0, в 2021 году 0, в 2018 году было 0, и только в 2019 году, в 2017-2016 году были места на целевую подготовку студентов. Следующая проблема – это средний балл ЕГЭ за 5 лет. Да? Тоже мы проанализировали. Вроде бы хорошие показатели. Да, неплохие. Там, начиная от 52 до 65. И обратите внимание, даже в филиале у нас больше, чем в головном вузе. И опять-таки, ну, где мы не пропадали? Вузы научились повышать, можно сказать, балл ЕГЭ. Это один из таких показателей мониторинга, где по этим показателям, можно сказать, идет финансирование вуза. Следующий. Выпуск специалистов в 2020 году. Вы видите, что у нас в университете было выпущено всего 632 специалиста. По высшему образованию 440, по среднему 192. В настоящее время обучается 3898 студентов. Да, вроде бы тоже хорошие показатели. Но давайте посмотрим сейчас трудоустройство. Если посмотреть трудоустройство, это опять-таки один из мониторинговых показателей вузов. У нас показатели хорошие, 75%, 77%. Да, выпускники идут, трудоустраиваются первый год. Но здесь 2020 год не смотрите, 56%, потому что итоги будут в конце этого года. Но следующий показатель – это уже по Институту непрерывного профессионального образования. Замечательный институт, который обучает, начиная от школьников. Это дистанционная школа «Моя первая профессия», где школьники получают профессию, не выходя из дома. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации специалистов, обучение по рабочим профессиям. Здесь вы видите в следующем слайде некоторые итоги, но в этом году мы столкнулись с проблемой. Проблема того, что курсы, которые тот же департамент ветеринарии объявляет, выигрывают в тендере частные ИП и ООО, снижая стоимость до десятки раз. Я приведу пример, как ООО «Бизнес-технологии» снизил 10 раз. 10 раз, представляете, стоимость курса и стал победителем. Ну и, соответственно, качество обучения и качество знаний оставляют желать лучшего. Так, следующий. Таким образом, если раньше курсы ИНПО проводил очень интенсивно, и профессиональная подготовка была на высоком уровне, то сейчас, опять-таки, качество очень сильно страдает, если проводить эти курсы ИП и ООО. Следующий. Слайд очень хороший. Я участвовал на совещании Министерства сельского хозяйства в Южно-Сахалинске по вопросам ветеринарии и данные. Вот по трудоустройству выпускников. Мы на первом месте. Да. Вот 18 по 20 год наши выпускники востребованы, их сельхозтоваропроизводители хвалят. Мы на первом месте, но по северо-востоку Российской Федерации, посмотрите, Магаданская область, Камчатский край, Чукотская автономная область, округ, да, за 3 года трудоустроено всего лишь 12 человек. Воздуха нет, надо отлётник, окна тоже самое. Спасибо. Так, и получается, что специалисты, которые заканчивают вузы, не едут работать в северо-восточную часть Российской Федерации. Теперь вот данные, опять-таки, Минсельхоза РФ, следующие, это зарплата. Да? Это же и финансирование. Если рассмотреть финансирование госветслужб из регионального бюджета, то мы опять на первом месте с
Смотрите, более миллиарда рублей и 174 миллиона рублей из небюджетных средств. Очень хорошие показатели. Но в следующей диаграмме вы видите диссонанс того, что зарплата ветеринарных специалистов на последнем месте по Дальнему Востоку. Если у нас среднемесячный по регионам, ну это вот по состоянию на июнь, да, 75 тысяч было, сейчас уже еще выросло, да, то у нас получается средний 39, а начинающий ветеринар получает, по-моему, 23-25 тысяч рублей. Ну, кто сможет свою семью прокормить на эти деньги? Но этот вопрос мы поставили перед правительством Республики Саха-Якутия. Я думаю, что Андрей Владимирович решит этот вопрос. Так, какие проблемы? Сейчас уже переступим к проблемам. Это, начиная от школьниками, это малое количество поступающих из агрошкол. Да. В связи с этим мы предложили правительству республики и Министерству образования и науки все-таки готовить школьников, заинтересованных именно в агротехнологических классах, которые отбираются из всего района Иркутска. Как физико-математические классы Алексеева, тогда они создадут систему и будут более эффективными. Ну и низкий престиж работников аграрного сектора молодежи, это, соответственно, и заработная плата, и определенные, ну, скажем, бизнес-проекты, которые негативно влияют. Это работа СМИ, это усиление рекламной кампании и успешных аграрных бизнес-проектов. Проблема низкого уровня знаний по базовым образовательным предметам, что повлияло на того, что не могут поступить на вузы. Да, мы это проанализировали и видим, что ситуация очень плохая, особенно по физике, по химии и даже по биологии. По математике тоже снижается у нас в республике. И здесь мы видим эту коллаборацию школ, агрошкол, всех школ с вузами, научно-исследовательскими институтами, эффективную работу малой сельскохозяйственной академии, которая базируется на базе Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Надо реанимировать, возобновить эту работу. И камнем преткновения до этого года была профильная математика. Потому что школьники сдавали базовую математику, а не профильную математику. Соответственно, без профильной математики школьники не могут поступить в вузы. Ну и, соответственно, еще профориентационная деятельность. Агрессивная профориентационная деятельность. Только тогда, когда мы проведем эту работу через все соцсети, через все СМИ, через телевидение, газеты, выступления и так далее, то мы можем привлечь абитуриентов и их родителей, чтобы они направляли своих детей. Проблема в вузах – это повышение качества образовательной деятельности вузов. Да, здесь мы столкнулись с некоторыми проблемами, которые связаны с отсутствием учхозов, отсутствием базовых кафедр. Начали создавать брендированные классы организаций, которые очень хорошо влияют на качество знаний. Мы должны обязательно внести широкую цифровизацию образовательной деятельности и IT-технологий, повышение квалификации, стажировки профессорско-преподавательского состава, реализацию программы «Диплом как стартап». Сейчас уже во всей России вот эта программа начинает работать, но пока у нас в ВУЗе только первые шаги делаем, и этот диплом должен дать для нас уже компетентных выпускников в области сельского хозяйства, агробизнеса и так далее. Ну и для нас проблема языковой подготовки. К сожалению, в сельских школах знание русского языка очень сильно, оказывается, хромает, и, видимо, надо очень серьезное внимание уделять школам. Министерству образования и науки Республики Саха-Якутия языковой подготовке школьников, не говоря уже об английском языке. Во многих школах учителя отсутствуют. Трудоустройство выпускников – это серьезная проблема на уровне Российской Федерации. Если в советское время это было целевое распределение выпускников, то сейчас эту проблему стараются решить именно целевой подготовкой кадров в рамках КЦП. Но опять абитуриенты не заинтересованы
сельхозтоваропроизводители не заинтересованы и так далее. Предлагается еще рекрутинг кадров предприятий. Эту работу Ставропольский ГАУ очень хорошо проводит. Студенты уже со 2-го курса привлекаются предприятиями и уже знают, какую в будущем зарплату получат, как поддерживаются их стипендии, стажировки во время обучения в вузах и так далее. Ну и заканчивая свое выступление, я благодарю всех организаторов данного международного форума. И форум проходит очень эффективно, на мой взгляд, но рекомендую все-таки форум провести, может быть, в весеннее время, да, в марте-апреле, когда у нас народ не находится в отпусках, когда студенты не находятся на каникулах, и когда есть, скажем так, контингент, больший контингент участников форума. Ну и пожелаю вам всем здоровья, крепкого, правильного, органического питания, чтобы ваши идеи и разработки в науке, инновациях были внедрены, и чтобы наше государство, Российская Федерация, процветала, как начинает процветать сельское хозяйство Российской Федерации. Спасибо всем за внимание. Там где-то Азаренко хотел выступить. Из Беларуси, посмотрите. Форма из Минска. Хочу сказать, что Якутск в это время стал центром притяжения. Значит, наши попытки приехать к вам, показали, что билетов нет на ближайшее небоскребное будущее. Значит, наша попытка с академиком Шейко преодолеть расстояние от аэропорта Шереметьево до Домодедова за 3,5 часа провалилась крест. Ну, для россиян понятно, дорога 700 километров это так, легкая прогулка, а вот для нас это, в общем, уже серьезное испытание, даже 100 километров это целый фест. Наука не имеет границ. Сегодня, отмечая достижения якутской науки, следует отметить успехи Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Сафронова. Причем эти достижения касаются широкого спектра вопросов развития сельского хозяйства. Мне приятно выполнить почетную миссию, я, может быть, забегаю вперед, Александр Семенович, как вы скажете, и озвучить то, что наша академия награждает грамотами некоторых сотрудников и исследователей. Вы меня слышите? Слышим. Что-то связь. Слышим. Нет, слышно. Говори там, слышно. Все слышно, да? Слышно. Да, слышно. Да. Мне приятно выполнить почетную миссию и проинформировать, что Национальная академия наук в Беларуси награждает Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени Сафронова. Почетный грамоты. Демонстрирует эту почетную грамоту. Понятно, что организация Леонид Николаевич успешно, как капитан корабля, вел этот большой корабль Институт сельского хозяйства. Национальная академия наук Беларуси награждает Владимира Леонидовича Владимирова Леонида Николаевича почетный грамоты. Пользуясь случаем, также хочу отметить, что успешно развивается сотрудничество с Монгольской академией аграрных наук. Это сотрудничество развивается во многом благодаря президенту академии Бадар Бамба. И отмечая эти успехи, Национальная академия наук Беларуси награждает президента Монгольской академии почетной грамотой. Мы найдем случай, как эти грады доставить, тут через какое-то время состоится Новосибирский форум, потом промышленный форум, и будет делегация Национальной академии наук Беларуси на этом форуме. И, наверное, я смогу передать эти и другие, может быть, награды, которые подготовлены нашими институтами. По существу вопросу я телеграммно озвучу те вопросы, где мы видим возможности научного сотрудничества с Сибирским отделением наук. Ну, понятно, что эффективность развития сельскохозяйственного производства во многом
определяется опережающими научными исследованиями и научно-техническими разработками, которые важно сконцентрировать на приоритетных направлениях. За последние 20 лет в большинстве стран мира наблюдается устойчиво возрастающее производство и потребление функциональных продуктов питания. Прогноз рынка функциональных продуктов показывает, что в ближайшие 15-20 лет функциональные продукты составят 30% всего продовольственного рынка. Наиболее актуальными направлениями решения развития мировой индустрии профилактическое функциональное питание, которое требует научного сопровождения и обоснования. Ну, например, конструирование заданного состава продуктов с использованием принципов обогащения и элиминации, целенаправленного удаления в ходе осуществления технических процессов вредно-балластных соединений, формирование технологического сырья с заданными свойствами. Это слайд второй, если можно открыть. Второй слайд, назад. Ага, вот все правильно, да. Формирование сельскохозяйственного сырья с заданными функциональными технологическими свойствами, создание продуктов питания с повышенной нутриентной адекватностью, обеспечивающей поддержание активной жизнедеятельности организма, в том числе функционального и оздоровительного действия с учетом индивидуальных особенностей человека, метрологии персонального персонифицированного питания и другие. В качестве примера я хочу вам рассказать, что у нас создано производство, создано производство продуктов питания для больных фенилкетонурией. То есть, если это кратко, это непереносимый белка глютена. Таких больных в республике всего около 2000 человек, но и поэтому это является некоммерческим, а скорее социальным проектом. И вот наши продукты питания, это целая линейка, и начиная от молочных, так и кондитерских и других, в 2,5 раза дешевле, чем, например, импортируемые из Польши там, или Либанца. Важным постоянным приоритетом является селекция и воспроизводство сельскохозяйственных растений и животных. Но здесь целая гамма вопросов, которые требуют решения, но я бы хотел отметить, что у нас есть банк генетических ресурсов, вот присутствует генеральный директор НПЦ по земледелию, где он располагается, который признан национальным достоянием. У вас есть аналогичный банк ресурсов, я думаю, что специалисты дадут предложение по обмену с ресурсами стороны образцами. Это, считаю, очень перспективное направление ускорения селекции и получения необходимых сортов и устойчивых гибридов, поскольку наши сорта и наши, в общем-то, генетически достаточно далеки. Плодородие почв является важнейшим условием стабильного аграрного производства. Важным приоритетным направлением будет оценка устойчивых почв к антропогенному воздействию, установление нормированной нагрузки с учетом изменяющихся почвенных условий, с учетом изменяющихся климатических условий, погодных условий, например, вот последнее происходит. Вот, например, в этом текущем году у нас была экстремально высокая температура, длился очень достаточно длительный период и составляла более 30 градусов Цельсия. И этот период был в июне месяце, когда шла основная вегетация сельскохозяйственных растений. Если озимокультуры более-менее это выдержали, то яровые, в общем-то, потеряли значительное количество урожая. Поэтому вот это почвенное плодородие с учетом изменяющихся почвенных климатических условий, в общем-то, диктует новые подходы к использованию земли. Ветеринарная безопасность – это отдельный, очень важный вопрос. Достижение, и эти все вопросы развития ветеринарной безопасности должны идти по направлению создания новых поколений ветеринарных препаратов, субстанций и активно действующих веществ, создаваемых на основе биологических объектов и генно-модифицированных микроорганизмов с использованием ДНК-технологий, и будет она иметь более высокую иммуногенную, лечебную, профилактическую медицинскую, включать иммуномодуляторы, пребиотики, наночастицы. Этот вопрос, в общем-то, требует отдельного детального рассмотрения, поскольку все более
Значит, идентификация этого сельскохозяйственного производства, увеличение количества сельскохозяйственных животных создает определенные риски по ветеринарному благополучию. Информационная технология управления и ведения сельского хозяйства, точное земледелие и животноводство. Это следующий слайд. В этой связи будут постоянно или должны постоянно активизироваться стратегии формирования конкурентоспособного на мировом рынке экологически безопасного производства сельскохозяйственных продуктов. На среднесрочную перспективу обеспечение стабильного, а затем устойчивого развития достижения безубыточности сельскохозяйственного производства на основе повышения научно-технического потенциала, внедрения безотходных, экологически безопасных технологий со щадящим режимом потребления ресурсов. На долгосрочную перспективу создание прибыльного агробизнеса основано на самоокупаемости и самофинансировании, повышение конкурентоспособности национальной продовольственной системы, достижение уровня урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности скота, сопоставимым с аналогичным показателем европейских стран. Ну, мы ставим такую задачу. И вот последствия изменения климата оказывают существенное влияние на сельское хозяйство, которое в значительной степени зависит от погодных и климатических условий. Влияние глобального изменения климата из-за отсроченных последствий выпуска парниковых газов в ближайшие десятилетия будет увеличиваться. Поэтому нет иного выбора, кроме принятия адаптивных мер для смягчения неизбежных климатических воздействий и экономических, экологических и социальных издержек. Например, изменение климатических условий Республики Беларусь повлекли с собой определенные перемены фитосанитарных зон, в том числе посев зерновых культур. Температура и количество осадков от фиксированных границ способствовало изменению вредоносности обычных на территории страны вредных организмов, проявлению новых, ранее не представляющих практической опасности. Применение согласованных и гибких подходов к адаптации и внедрению соответствующих мер окажется в конечном счете дешевле, чем плата за издержки из-за несвоевременной или неэффективной адаптации. При этом каждое из мероприятий по адаптации предполагает комплекс научных исследований с прогнозом результатов в условиях изменяющейся среды. И здесь целый ряд задач, которые должны решить наука. Я думаю, что наше сотрудничество в этом вопросе также может найти свое практическое применение. Системы и комплексы сельскохозяйственных машин оборудования. Важным условием развития отраслей сельскохозяйственного производства является создание серийного производства авиационной техники и оборудования, реализация перспективных технологий на системе применения автоматизированных, роботизированных систем и специально новых рабочих органов, обеспечивая рационального взаимодействия рабочих органов с биологическими объектами почвы, растений и животных. Значит, у нас такие же проблемы, как и у вас. Значит, отсутствие необходимых рабочих ресурсов населения. Также молодые люди, ну и старшее поколение делает все для того, чтобы молодые люди не жили так, как они, и стремятся, чтобы молодые люди уехали в город и значит, ими занимались сельским хозяйством. Поэтому автоматизация всех процессов, ну, во-первых, общие вопросы решить, вопросы механизации, а по возможности автоматизации, сокращения низкоквалифицированного труда населения. В общем, это такая задача, которая требует очень больших усилий, и не все так просто это решается. Ну, в общем-то, в представленном сообщении я не хотел, значит, освещать широкий круг вопросов, в которых у нас имеется взаимодействие, и в котором мы могли бы развивать сотрудничество. Но в целом хочу отметить большую роль вот этого форума, который ежегодно проходит в разных местах, на, в общем-то, расширение круга участников, с одной стороны, и расширение взаимопонимания нами проблем, в общем, которые у вас есть, и которые могут быть у нас, и тех путей, которые, в общем, вы видите по их решению. Спасибо, и до новых встреч, и надеюсь на хорошее сотрудничество. Спасибо. Вы меня слышите? Владимир Витальевич, вы меня слышите? Слышу. Это Донченко. Ну, во-первых, спасибо, тут мне поручили вам поблагодарить за грамоты, но вас тоже наградил Андрей Владимирович Тарасенко, это председатель правительства Республики
Саха-Якутия. Вы видите эту грамоту? А? Видно, нет? Сейчас. И вот такой медалью, вот, чистое серебро. Поэтому мы, когда ваша делегация приедет, мы обменяем это все на те грамоты, которые вы передадите с делегацией. Поняли? Александр Семенович, мы надеемся, что с вами встретимся, и все остальное обменяем тоже. Хорошо. Спасибо большое. Жаль, что вас не было здесь. Просто жаль. Но во-первых, мы многое потеряли, и вы многое потеряли. Потому что, знаете, эта республика уникальная, люди уникальны здесь. Я вам об этом раньше говорил. Поэтому, ну что сделаешь, такова судьба. Александр Семенович, что я же был в 2019 году в Якутии, я знаю. Это не та уже Якутия, это не та Якутия. Сейчас она другая. Ну, вы своему руководству передайте большой привет. Вот мы очень вас уважаем, любим и будем дальше надеяться на совместное наше сотрудничество. Спасибо. Все, замечательно. Вы можете посмотреть нас и дальше. Так, слово предоставляется президенту Монгольской академии наук, академику Монгольской академии наук Бадач Прямба. Спасибо. Я очень коротко буду выступать. Так что с московской стороны мы ценим, что международный форум идет на хорошем уровне. Очень много людей выступали за разных углов земного шара, из Китая, Казахстана, из Монголии. Доклады были очень хорошие. Вчера, наверное, вы видели этот доклад с Казахстана. Все они поставляют меды в Китай уже 1000 тоннами, и еще Америку. А нам надо такие результаты, в общем. Я, в общем, со своей стороны поговорился с людьми, с обществом ограниченной ответственности, научно центр «Автобат», где выпускают, вы знаете, кисломолочные продукты и вакцины против мультирождения, еще комбинированные вакцины, принадлежатся миллионные люди. Так что мы сначала будем регистрировать это молочно-кислые продукты и вакцины против мультирождения, а будем организовать на предприятии Сарантала, где выпускают ветеринарные препараты. На это предприятие уже относится ко мне. Сейчас в Монголии, в общем, Монголия очень хорошо ведет понимание, чтобы государственные научно-исследовательские институты и собственные компании, они присоединились. Например, на базе Института ветеринарной медицины Монголии вот здесь сейчас осуществляется 7 компаний. 3 года они должны работать как непосредственные организации Института ветеринарной медицины, а через 2 года они можно работать как самостоятельные компании. То есть Институт ветеринарной медицины выражают многих собственных компаний. Так надо идти, это самое правильное. В конце концов, это хорошо работает. Научные сотрудники, кто умеет создать вакцины или там какие-то ветеринарные препараты, они могут жить свободно. Можно быть хорошим ученым,
А нельзя быть бедным человеком. Цели много лет, 20, 30, 40 лет работать научным сотрудником, у тебя останется профессором, так и академиком. Если не будет собственных предприятий, не будет денег, а как это дальше? Что останется этим ведущих ученых? Ничего не останется. Надо быть, чтобы хорошие ученые иметь собственные предприятия, чтобы имели деньги, чтобы все это производство осталось у его потомства. Я, например, мой сын ветеринарный врач. Он заканчивал ветеринарный факультет Московского сельскохозяйственного университета. Он защитил магистерскую в Японии. И потом он стажировался в штабе английского сельскохозяйственного университета Канада. И потом, после этого, он защитил кандидатскую диссертацию в Москве. А сейчас он же должен возглавить это наше предприятие, где выпускает ветеринарные препараты. А мой внук сейчас в этом году заканчивает Иркутский аграрный университет 3 курса. И кажется, 1 сентября прилетит в Новосибирск, чтобы он был дедушкой моего внука. И они тоже помогали нам. Так надо идти. Поэтому мы сейчас с этим научно-преподавательским центром «Хохром-Бахт» мы будем работать в тесном контакте. Мы будем пропустить производство на базе нашего предприятия. А мы только мы не только продадим эти кисломолочные продукции, не только в Монголии. Лучше оставить старый job. Такие препараты есть в Южной Корее, Японии, они, в общем, все время весь народ употребляет такие продукты. Но качество их продуктов хуже, чем этого вашего продукта. Потому что там вот утечки, они разные, они все отсюда. Самые могучие утечки. Он же вместо антибиотиков можно применять лечебные цели, с профилактической целью. Поэтому это в будущем будет очень хорошая работа. Но там вакцины, против мультами, против ринопанемии, садомета и тому подобное. Это следующий этап будет. В общем, во-первых, это, если результаты нашего форума, одним из результатов нашего форума является то, что я говорю. Второе, мы с этими руководствами Сибирского отделения поговаривались, что будет организовать на территории Монголии фермерское хозяйство в местном направлении. Там будет вот так этим лошадью, овощным руководителем Сибирского отделения. А мы сначала будем поставить такое мраморное мясо в Китай. А китайцы, там знакомые уже говорят, что сколько угодно, столько мы можем покупать. Китайцы очень богатые. А чтобы еще сначала так начнем, и потом мы будем уже расширить это производство, фермерское хозяйство. И дальше будем поставить скоро в Южной Корее и Японии. Там килограмм мяса стоит минимум $30, максимум $150. 1 килограмм мяса. Поэтому туда надо выделять внимание. Поэтому это второй результат этого форума, что
Еще это мы можем организовать между на территории Монголии и поставить сам регион в будущем. Это мраморное мясо. Это будет очень полезно для нас. Так, в общем, то, что первые результаты это совместного форума уже то, что я сказал, который связан со мной. Еще я приеду, буду сказать, например, я уже сказал, при Институте ветеринарной медицины уже 7 компаний. И им я скажу, они будут заниматься бизнесом. Так что наверняка будут они присоединиться с вами, связываться. Еще я буду сказать научным сотрудникам Института земледелия города Тархан. Там тоже 4 компании. В общем, Институт земледелия Монголии полностью снабжает мука и картошка. А сейчас по линии Койко, Южной Кореи, а по линии Чайка, Япония, мы получаем 15 миллиардов долларов, чтобы на южной части территории Монголии создали все предприятия, где можно купить все ягоды, фрукты и тому подобное. Дальше, через 2-3 года мы не будем покупать ягоды и фрукты из Китая. Сейчас монголы поняли, нельзя получать фрукты и ягоды из Китая. Там они применяют все химические препараты, чтобы быстро созреваться. Но это уже на самом деле яд. А мы сами себя будем снабжать. Есть институт животноводства. Там сейчас производится все научная работа по различным видам местного и молочного скота. И там код по направлению уха, код и тому подобное. Они по своей цели будут работать. Мы, например, все полностью будем снабжать шкурами или там овощи, шерсть и козы и другие подтверждения. А изделие козы это второе место после золота и там занимает экономии Монголии. Все продукции мы поставляем за рубежом. Ну, конечно, сколько стоит, вы знаете, там несколько миллионов тонн продукции мы поставляем за рубежом. Это вот такое явление. А есть при нашем академии, Монгольской академии аграрных наук еще 4-й институт, это институт защиты растений. А сейчас, раньше мы покупали различные препараты, даже из России, из Китая, из других стран. А сейчас почти что препараты мы сами приготовляем. А наши ученые по защите растений, они уже имеют несколько препаратов, которые могут заменить всех иностранных препаратов. Таким образом, Монгольская академия аграрных наук вместе с этими 4 научно-исследовательскими организациями полностью снабжит всеми необходимыми препаратами или вашими результатами научных исследований. Дальше мы вообще ни у кого не будем попросить ни ветеринарных препаратов. И это самые препараты по защите растений
во-первых. Во-вторых, мы полностью будем смотреть со своими ветеринарными и противозащитными препаратами в Монголии. Так что работа идет вперед. А дальше еще я буду сказать своим сотрудникам и директорам научно-исследовательских институтов, чтобы вы присоединялись. То есть они присоединились с вами по линии, как я говорил, научной работы и по области бизнеса. Научная работа, если не будет присоединиться с бизнесом, это уже не научная работа. Надо подумать, чтобы все результаты научных работ должны внедриться в производство. Без этого уже никуда не пойдешь. И данный институт вообще потеряет все возможности. Так, у нас, в общем, так работаем мы. Еще дальше мы будем работать вместе с вами, чтобы этот форум еще расширились, еще углубились, и дальше еще с большой силой пошли, это я хочу, чтобы наши молодые поколения основывание окончивали институт там из западных европейских странах или Америки, там Японии, Южной Кореи. В основном они говорят на английском языке. Но все равно, хочешь, не хочешь, хотят, не хотят, они будут говорить на русском языке. Еще раз. Без России наука тоже не пойдет в Монголию. Это точно. Без совместной работы с российскими учеными у нас наука тоже не туда пойдет. Это я хорошо знаю в своей практике. Поэтому я буду диктовать директору наших научно-исследовательских институтов и сотрудников этих институтов, чтобы они обязательно совместно работали с российскими учеными, с российскими научно-исследовательскими институтами. Так, это моя линия. Это линия Монгольской академии аграрных наук, и это линия Академии наук Монголии. Я же являюсь вице-президентом Академии наук Монголии. Поэтому я от имени Академии наук Монголии тоже имею говорить и обсуждать вопросы, как на вице-президента Академии наук Монголии. Так, спасибо вам за внимание. Будем работать вместе. Слово предоставляется Голохвастову Сергеевичу, исполняющему обязанности директора сельского центра агротехнологии Российской академии наук, член-корреспондента Российской академии, профессору РАН и доктору Милоисову. Пожалуйста. Спасибо большое. Во-первых, я хочу поблагодарить крайне приветливую якутскую сторону Егора Петровича и Дмитрия Николаевича за то, что приняли как своих родных. Это чувствуется в каждом шаге, в каждом действии. Вот, я выражаю огромную удовлетворенность происходящим событиям. То есть конференция прошла, я считаю, на высочайшем, не просто научном, а высочайшем международном уровне. Все страны заявлены в проектах, все поучаствовали, все выступили с своими докладами. Это очень хорошо. И каждый год, я надеюсь, мы будем присоединять все новые страны. У меня несколько дней назад до этого был разговор с генеральным спонсором Киргизии, и он выразил огромное желание тоже к нашему этому движению приобщиться. Он сказал, что мы договоримся во всем Бишкеке, туда собираюсь после этого лететь, поэтому думаю, что все будет хорошо. Вы знаете, вот, подводя итоги, да, то есть хочется, наверное, не посыпать голову пеплом, да, и на любимые российские вопросы, кто виноват, что делать, кто виноват, не произносить, потому что это контрпродуктивно и бессмысленно. А что делать? Сельскохозяйственная наука находится в стране не на том уровне,
но она должна быть. 90-е, 2000-е, сейчас бессмысленно, наверное, искать причины, они всем понятны, и фундаментальная наука получила тоже в 90-х такой заряд отрицательный. Поэтому мне кажется, что здесь необходимо нам не просто на таких форумах, а работать и потом вместе. Невозможно, как говорится, одной организацией или одной группой лиц решить такие глобальные проблемы. Вот, я смотрю просто за развитием, я в последнее время очень часто езжу по стране, смотрю на институты, практически все находятся в одном и том же состоянии. То есть недостаточное оборудование, есть обратная сторона медали, институты, допустим, там, которые занимаются фундаментальными науками, получают в среднем там, 50, 100, 150 миллионов на оборудование. К сожалению, в первой категории сельхозинститутов в стране, по-моему, только 3, которые относятся к первой категории, получают такую поддержку. Понятно, что в одночасье эта история не изменится, невозможно так, кому-то одному пожаловаться, чтобы кто-то один это все сделал. Поэтому я предлагаю нам все вместе работать каждый день, каждую минуту. Не просто так собираться раз в год, да, мы там предварительно за месяц до этого договариваться по программе, а устанавливать глубокие такие связи горизонтальные, потому что без этих горизонтальных связей, ну, в одночасье все не изменится, да, там государственных денег не так много сейчас, эти кризисы ударили по всем, поэтому тут кроме нас никто не сможет делать. Я считаю, что вот сельскохозяйственная наука, она находится в самом выгодном положении, потому что вот если вы директор института химии, физики, там полупроводников, вам еще надо найти рынок сбыта. То есть сельскохозяйственная наука, проблем с этим нет. Единственная проблема – это иногда недостаток земли, недостаток техники, ну ладно, не единственное, понятно, что он такое навязывает, но вот то, что мы можем сами заниматься товарным производством, первичным семеноводством, оказывать услуги, это нам дает огромную возможность зарабатывать на бюджет. У СФНЦ на сегодняшний момент 50% бюджет не бюджет. И как бы мы намерены наращивать максимально не бюджет, потому что это тот бюджет развития, с которым мы можем двигаться. Поэтому вот, мне кажется, стоит обращаться к региональной власти не только за тем, чтобы там выделили деньги, чтобы, может быть, выделяли больше землю, потому что я разговаривал с министром Петровичем, он сказал, что есть земля, сельхозназначения, которые не используются, которые могли бы, допустим, институту передать, чтобы можно было на ней что-то сеять, делать, ну, то есть разводить вот эту вот деятельность бюджета. То же самое пастбище, например, то есть животноводство тоже, то есть у вас есть селекционные достижения, необходимо, чтобы вы получали, как правильно говорили, нормальное лицензионное соглашение, с них нормальные роботы. По 5% есть пример. Максим Сергеевич Чепусов, который директором научного центра, он сказал, что за первые 2 года, когда директором стал, собрал 20 миллионов на таких лицензионных соглашениях. Просто до этого это никто не делал в стране, это фермеры не очень любят, когда если начинают эти деньги делать. Но есть хороший механизм, есть субсидии на это. То есть, когда они уплачивают роялти, государство им тоже возвращает субсидии. Есть региональный бюджет, есть федеральный, не помню, нормативные документы, все это можно делать. Вот, поэтому таких мероприятий, мне кажется, самое главное – это установление личных контактов. Для меня, я на многих посмотрел, со многими познакомился, я думаю, что мы продолжим наше общение уже в таком деловом режиме. Не то, чтобы мы разъехались, да, и там друг другу наобещали красивых слов, а надо что-то делать, потому что никто, кроме нас, этого не сделает. Вот этой помощи, там, ждать, там, надеяться, писать письма, ну, это, безусловно, тоже надо делать, но я, честно говоря, в сказки мало верю. Мне кажется, что только сами, тем более, что, еще раз подчеркну, наука крайне практическая, крайне, результаты увидим сразу. Вот, поэтому разработка новых сортов, да, тем более сейчас есть, конечно, эти тренды, которые мы с вами обсуждали, климатоизменения, засухоустойчивости, и это уникальные продукты, которые можно делать. И продукты национальные, и питание, в том числе и переработку нужно. Ну, я сейчас, понятно, что это все знаете, это все Илья Николаевич говорит в своем докладе, Сан Семенович это подчеркивал, экономические составляющие. Я просто предлагаю, чтобы вот, наш этот форум он стал ежедневным, не то что ежегодным, да, ежедневным, чтобы мы продолжали общаться и делать какие-то большие общие дела. Вот, ну и мы, так вот как договаривались, поднимаем вопрос, 25-й юбилейный съезд я предлагаю провести в Новосибирске на базе нашего центра. У нас есть хорошие площадки, мы к тому времени там ремонтируем гостиницу, делаем ее в таком приличном виде. Поэтому, я не знаю, ставим это на голосование или ставим на голосование. Да. Так что, коллеги, кто за то, чтобы 25-й юбилейный форум провести в Новосибирске на базе Сибирского федерального научного центра агротехнологии РАН, прошу голосовать. Я аграрный министр. Кто против? Воздержались? Принято единогласно. Спасибо, что не поддержали. Слово Александру Петровичу, хозяин здесь, да? Данного учения, данного вообще всех, в федеральном центре, все их будут дольше.
федеральный центр. Пожалуйста. Да, дорогие друзья, я... Что? Выступить можно? Награждение. Да, после меня, конечно. Нет, после сейчас награждение сделает Михаил Петрович, да? Награждение сделает Михаил Петрович. Пусть скажет, а потом награждает. У нас время еще есть. Время есть. Тогда снова просим у нас Михаил Семенович Санников. Конечно, Михаил Семенович. Круглый стол. Есть микрофон? Да. Микрофон возьмите. Трибуна есть? Или Уважаемые руководители международного форума и участники Уважаемые руководители международного форума и участники, я сразу скажу, что у меня не было плана выступить. Вчера и сегодня я эпизодом участвовал, слушал внимательно, и сегодня специально подошел и решил послушать круглый стол. Я коротко выступлю с этой трибуны как представитель потомственных крестьян и от имени поколения, которое в связи с возрастом отработало в сельскохозяйственном производстве и в данное время находится за горизонтом сельскохозяйственного производства. В форуме не прозвучало состояние сельского хозяйства нашей республики. Мы с января 1992 года по всем направлениям, кроме производства, половину показателей мы потеряли за это время. В таком состоянии находимся. Это не просто я говорю, а несколько раз я выступал в правительственном часе, в парламентских слушаниях и выступал на основе госстатданных. Сегодня состояние такое, что без помощи науки организации сельскохозяйственного производства поднять невозможно. Поэтому я решил выступить в данном мероприятии. В чем главная загвоздка, проблема? Это финансирование. Сегодня 10 миллиардов, которые обозначены, нарисованы в бюджете республики, доходят до производителей совсем ниже. Все эти 9 миллиардов остаются, начиная министерства, структур, которые обеспечивают сельскохозяйственное производство, а до товаров производителя практически, кроме субсидий, ничего не доходит. Отчего мы ушли за эти 30 лет? Ушли от закупочных цен. Субсидиями, субвенциями нам, республике, я не знаю, в каких регионах это массово используется, без закупочных цен мы производство не поднимем. И по молоку, и по животноводству, и по растениеводству. И в последнее время мы в республику увлекаются грантами. Гранты кто получает сегодня? Кто ближе к руководству республики, народным депутатам и, естественно, работникам министерства. Вот в таком состоянии находимся. Александр Семенович правильно в своем выступлении затронул, что закупочные цены регионов, они разные. А здесь в республике на 1/6 части в советское время закупочные цены были разные по продуктам сельского хозяйства, по производителям. В Вилюйской группе рынок совершенно другие цены. В Центральной Якутии и в северных районах закупочные цены, исходя из сдержек производства, включая транспортные расходы, совершенно иные. Сельским хозяйством Советского Союза руководили умные люди. И через Госплан
все это доводилось и контролировалось. Сегодня этого нет. И вообще забыто, что такое закупочная цена. Значит, если закупочных цен, мы не работаем по себестоимости, по стоимости продукции. Без этого никак невозможно. Поэтому я вот вношу предложение, рекомендация была, что не только министерство работало по тем или иным программам, а вплотную подключилась наука. В первую очередь Институт сельского хозяйства. И хотя бы, когда составляется программа, надо обеспечить научное обеспечение. В круглом столе вот прямо обозначено. Научное обеспечение развития сельского хозяйства. А возьмем программа до 2024 года по развитию агропромышленного комплекса и по комплексному развитию населенных территорий. Там одни таблицы. Ничего нет абсолютно. Нет научного обеспечения. Это первое. Второе. Мы до сих пор всегда говорим, не сегодня, не вчера, всегда говорим, что Республика Саха-Якутия занимает 1/5 часть Российской Федерации. А с этой территории сколько гектаров сельскохозяйственных земель мы точно за эти годы не уточнили. Разных источниках говорим. Вот этой территории, вот общей территории 0,1 или 1% занимает территорию. Вот в процентном отношении. А если по конкретнее взять, там разные цифры на разных источниках. Поэтому вот когда обсуждается вопрос сельского хозяйства, четко надо говорить. Всяких территорий, с этой территории более 3 миллионов, сколько гектаров, сколько квадратных километров сельскохозяйственной земли. На этом надо базироваться. Базироваться на сельскохозяйственной земле наука. По обеспечению кадров, объединяю два момента. Сократилось объем сельскохозяйственного производства, сократилось поголовье, сократилась численность работающих. Мы откуда взяли? Я не к вам обращаюсь, этим вы не занимаетесь, наука не занимается, а руководство республики. Откуда мы взяли, что 58% молоком обеспечиваем? Даже при Советском Союзе этой цифры не было. Просто переписками республика, на переписках сократили половину поголовья рогатого скота и обеспечиваем в том же объеме, когда было 2 раза больше поголовья. Дойного стада было больше. На это должна обратить внимание наука. Поэтому, заканчивая, я не имею права долго выступать, наверное, поскольку официально не приглашен, не участник этого форума. Надо повернуть на 180 градусов, и без науки, без идеальной статистики нам не поднять сегодняшнее сельское хозяйство с сегодняшнего катастрофического положения. Одна надежда на правду, на реальные цифры и на научное обеспечение. Поэтому вот то, что проводится 24-й международный форум по сельскому хозяйству с участием других государств и Сибирского отделения наук, российской науки. И то, что озвучили, что будет проводиться на Новосибирске 25-й форум. На этот форум Республика Саха должна идти реальной ситуации, а не пустыми, голыми цифрами. Вот этого надо добиться. Вот мои пожелания и мои предложения. Вот это время нормальное, чтобы всю истину вытащить наружу
и обсудить на 25-м форуме, международном форуме состояние Республики Саха-Якутия. Спасибо. Сергей Августович Свильский, это Общественная палата нашей республики, он возглавляет Федеральный комитет Общественной палаты. Много лет депутатом, Прежде всего, хочу поблагодарить за предоставленную возможность участвовать в этом международном фотографическом форуме. Комитет лично Николая Петровича. Ну, конечно, я получил большое удовольствие, видя доклады. Конечно, нынешние времена ставят новые задачи перед наукой, перед сельским хозяйством, прежде всего. Вот. Мы говорим не хлебом единым жив человек, но прежде всего человеку нужен хлеб. А сельское хозяйство – это наше питание, наше здоровое питание и наше здоровье человека. И все остальное, как говорится, прилагается. Там IT-технологии и так далее, все это, говорится, уже второстепенно. Они взаимосвязаны, все эти науки, но тем не менее. Общественность в нынешнее время, вот последние 2 года, очень обеспокоена изменяющимися условиями для работы, для развития сельского хозяйства. Прежде всего, вот наш регион превращается в аридный, то есть засушливый, без осадков в течение лета, вот, вообще не выпало у нас осадков, вот, все подвержено засухе. Кроме этого, тут в одном из докладов я слышал, что идет интенсивное таяние ледников. Многие территории, 25% до 20%, 5% территории будут подвержены затоплению. Вот. В таких условиях, конечно, и любой человек задается вопросом, как нам дальше быть, как дальше жить, как развиваться. И в этом, конечно, должны сыграть большую роль наша наука. Аграрная наука, прежде всего, ну и другие смежные науки. Вот. Вы, наша передовая часть науки, вот, как должны быть как данка, освещать нам путь, как дальше идти, как развиваться сельскому хозяйству, несмотря на те наши традиционные отрасли, вот, которые нам сейчас надо будет пересматривать, как развивать дальше в современных условиях, задаваемых нам природой и климатом. Ну, это, конечно, глобальная тема, но, тем не менее, она непосредственно коснулась нашей республики, вот особенно последние 2 года, пожары, интенсивное таяние многолетней мерзлоты, вечной мерзлоты. Вот, все это будет, конечно, повлечет за собой много проблем, прежде всего для развития сельского хозяйства. И, конечно же, я хочу еще раз поблагодарить и поздравить всех с 60-летием Якутского научно-исследовательского института имени Сафронова и столетие установления дипломатических отношений между Монголией и Российской Федерацией. Вот. И, конечно же, пожелать нашему научному сообществу дальнейших успехов, развития, и чтобы наша республика не растеряла того, что сейчас у нас достигнуто. Вот, сказал, что
Да, действительно, мы многое растеряли сегодняшним днем. Но, тем не менее, нам надо идти вперед, поступательно, и в этом, конечно, должны сыграть большую роль наша наука. Спасибо. Академик Салашенко Владимир Андреевич. Хочу отчитаться о вашем задании, которое вы поручали нам вчера. Сейчас мы ждем. Я говорю, завтра в 10 часов мы продолжим в Яниске. Там будем готовить, отрабатывать резолюцию. Еще в Яниске посетим лаборатории, да? Наши лаборатории, встретимся с коллективом. И завтра поэтому плотно будем уже там на месте работать у нас. Уже без камер, без этих, а чисто аграрная наука с аграрной наукой работать. Хорошо? Поэтому это учтите, дорогие коллеги. Можно? Пожалуйста. Уважаемые коллеги, прошедшие 1,5 дня были действительно насыщены интересными материалами, выступлениями, которые от всей души высказывали множество товарищей, констатируя, что не так все прекрасно на пути развития Якутии в целом, ну и России, если вообще. Хотелось вот на чем остановиться, что мы довольно быстро забываем примеры, когда нас, наши друзья в кавычках, приводили разрушение целых отраслей. Ну, это можно назвать авиационная промышленность, наука, биотехнология. 5 крупнейших центров по выпуску витаминов были разрушены. И сейчас опять идут вбросы, которые наука должна все-таки взвешенно оценивать. Вот представьте себе чистое хозяйство, которое называют различными мудрыми словами. Чистая продукция, кто, казалось бы, против этого может выступить? Но вы возьмите вот еще покойный академик Гончаров говорил, климатический биопотенциал. Что это такое? Это как раз вот условия, в которых развивается сельское хозяйство. И были цифры названы. Если в Соединенных Штатах этот потенциал двойки равняется, то Краснодарский край 1,5, Сибирь 0,5-0,6, Якутия 0,35 примерно. Это относительное деление, конечно, но оно все-таки отражает истинное положение дела. И представьте себе, что сейчас мы шли по пути интенсификации сельскохозяйственного производства через внесение оптимальных норм удобрений и так далее, и так далее. И теперь мы разворачиваемся круто назад, и мы получаем с вами не 18 центнеров гектара или 20, как здесь в Сибири обычно средний, а мы получаем 3 центнера с гектара, зато чистые экологические. Это опять к чему? Что мы сейчас являемся конкурентами у тех же зернопроизводящих стран, мы стоим на их пути и наполняем свой рынок, отнимая деньги. Я надеюсь, это понятно, да? Что происходит? И так по ряду целых направлений. Не только сельское хозяйство, не только зерновое хозяйство. Поэтому в данной ситуации, безусловно, нам нужно объединяться не только между регионами, но и между академиями. Но наши исследования должны быть направлены именно на быстрейшее решение самых животрепещущих вопросов. Ну вот, в частности, я думаю, что, возможно, ошибусь не очень сильно, если назову, что одной из перспективных на этой территории должна стать мясное скотоводство, табунное коневодство. Это животное, требующее минимального ухода и минимальных затрат на строительство и обслуживание. Есть у нас типы, есть породы, есть зарубежные, но большинство из них не способны выжить. Как вот ваша лошадь показывает, таких 50-60 градусов, она еще живет, кормится и дает продукт. Поэтому наша задача, объединив усилия, создать этих несколько пород. И представьте себе, на кого сейчас положиться. Если 90% сельхозпроизводителей, частники, это или МПХ, или это фермерство, какую породу они могут создать?
Им готовы надо дать породу, технологию и организовать, по крайней мере, кооперативы, которые помогают бы сельскому населению приготовить корма, чтобы они могли их купить по приемлемым ценам. Вот здесь как раз нужна дотация государства. Надо помочь им создать новых животных и выращивать их, чтобы они получали дотации за них. Не только коллективное хозяйство колхозов, но и КПХ и фермер мог получить это. Технологии эти есть, и не такие же они сложные, но тем не менее без организационного вопроса, без государственной поддержки нам сложно будет преодолеть вот эту дистанцию, когда у нас был скот, были корма и были заинтересованы люди. И что немаловажно, социальный аспект, он здесь превалирует, пожалуй. У нас вот в Мираторге, да, произвели хорошую продукцию, довольно дорогую. Но там, если вы знали, какие затраты, там сотни миллиардов рублей было израсходовано на покупку этих животных. Но здесь этот вариант, он не подходит, поскольку у нас, я уже сказал, потенциал земли низкий. И если мы такие махины создадим крупные, нам корма нужно будет возить за сотни километров. Во что это обойдется? Это очень дорого. Поэтому для нас лучший вариант – это, безусловно, фермерство, РПХ, небольшие хозяйства, которые выращивают телят и поставляли их на откорм. Вот на откорме можно, конечно, там, если он зерновой, ориентировать на него, тогда можно более крупные предприятия создавать. А для получения телят их выращивать, здесь крупность не нужно абсолютно. И вот если больше надо было нам, конечно, внимание обратить еще и на прессу, привлечение их сюда, чтобы осветить эти факторы и донести до силы, которые способны часть работы взять на себя и выполнить ее, не перебегая на сторону помощи. А зависимость, вы сами понимаете, вот сейчас нас по любому поводу пытаются ввести санкции. А что значит, ну нет, хорошо, у нас штанов лишних купить? Их, значит, средств не позволяет, сами не производим. Но когда не будет хватать хлеба, мяса, молока, нас можно голыми руками брать. Поэтому эти вещи нельзя отдавать на откуп никаким нашим лучшим и худшим друзьям. Это надо делать самим, иначе мы будем очень зависимы от постороннего мира. И есть предложение, что нам нужно, да, все-таки сделать эту программу, привлечь к ней внимание, используя всевозможное количество высокопоставленного чиновничества во всех сферах, и в Госдуме, и в правительстве, чтобы обратили внимание, что республика готова принять реальные правильные шаги в этом направлении и попытаться сама решить эту проблему. Не решить, тогда уже другой вопрос, вот как с пожаром. Не смогли решить, давай привлекать экспертов. Вот что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Ну и название. Товарищ директор, есть несколько вариантов, но это на усмотрение, это, пожалуйста, мое мнение скоропалительное. Есть, это даже можно назвать эту программу продуктивное долголетие. Потому что с питанием связано все. Как ребенок начинает с детства получать какую пищу, такое она вырастает. Это вот один вариант. Есть, допустим, технологии производства лечебных продуктов питания. Есть вариант долголетия нации через сельскохозяйственное производство. Вот три варианта, ну, наверное, могут быть еще хорошие, еще лучше. Я в этом уверен. Спасибо за внимание. А по органической продукции, органической... Слово не надо органическое. Это надо критически к этому относиться. Хорошо, спасибо. Да? Все, да? Конечно. Там, сюда. Тогда мы награждение сделает Михаил Петрович от имени нашего правительства. И от имени... Пока мы готовимся к награждению, я еще раз хотел бы выразить благодарность всем участникам, организаторам, которые организовали на высоком уровне. Несмотря на сложную ситуацию, конечно, приехали наши зарубежные гости, приехали наши коллеги из других регионов, из других научных школ. Это очень важно. Мне вот лично очень было приятно услышать
результаты, которые мы сегодня и вчера докладывали, они свежие, очень достойные результаты. И очень важно, что в этих результатах превалирует чисто такое фундаментальное, чисто научное направление. И вот не только такой практический прием мы должны предлагать, но вначале должна быть теория, должны быть методы математического моделирования, должны быть использованы и цифровые технологии, новые материалы. Мне очень понравилось, что вот таких материалов было очень много. Это как раз и говорит о том, что у нас есть перспектива. Мы вот сегодня нацелили свои взоры на 25-й форум, который пройдет в Сибирском отделении, который пройдет в городе Новосибирске. Это важно, потому что Новосибирск, все мы знаем, это столица мировой науки, и мы должны готовиться доложить уже еще более достойные, еще более уровневые наши результаты в 25-м форуме. А сейчас я с удовольствием приступлю к выполнению приятной миссии. Так, очень высокая награда. Это почетная грамота Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Почетной грамотой награждается Бергустана Михайловна Алексеева, старший сельского хозяйства имени Сафонова. Федерального исследовательского центра, Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. Почетной грамотой награждается Самбыла Чойкан Николаевна, доктор биологических наук, директор Минского научного центра. Республика 2. Грамотой Федерального исследовательского центра награждается Яна Лаврентьевна Шадрина, кандидат ветеринарных наук, научный сотрудник имени Сафронова. Почетной грамотой Федерального исследовательского центра награждается Прасковья Прокопьевна Борисова, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник. Вклад развития агропромышленного комплекса.
грамотой Федерального исследовательского центра почетной грамотой награждается Нария Семеновна Яковлева, старший научный сотрудник имени Сафронова. За многолетний добросовестный труд вклад развития аграрной Так, ну, столько награжденных, ну и всех участников еще раз поздравляю. И вот хочу сказать, что полтора дня, в общем-то, очень быстро пролетели, но завтра еще у нас есть время, чтобы обсудить уже конкретные наши и научные, хозяйственные и организационные вопросы. Успехов всем! Спасибо! Леонид Николаевич, это награждение. Еще это, оказывается, мы должны наградить от имени Министерства сельского хозяйства, да? И Янис. И Янис, о, одна моя учителька. Да. Дай буду. Мы же с тобой оба вроде, да? Или? Засчитывали, да? Или я сам засчитываю? Я сам, да? Приказ о Министерстве сельского хозяйства Республики Саха, Международного научно-практического форума, аграрная наука, сельскохозяйственное производство Сибири, Казахстана, Монголии, Белоруссии и Болгарии, посвященный столетию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Монголией под эгидой 300-летней Российской Академии Науки, 65-летия Иркутского научного института сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова наградить нагрудным знаком «Отличник сельского хозяйства Республики Саха-Якутия» с ежемесячной выплатой должностному окладу в размере 10% предела установленного фонда заработной платы, еще написали. Чеботарь Маринику Николаевну. Подразделение Якутский научный центр Сибирского отделения Российской Академии Наук. Здесь хватает. Валентина Николаевна в отпуске. О, значок, медаль. Сибирского федерального научного центра агробиотехнологии Российской Академии самонадолетний, добросовестный область аграрной науки, личный вклад в развитие сельского хозяйства Республики Саха-Якутия, министр Александр Павлович Атлас. Такой же почетной грамотой награждается Мачертыров Григорий Николаевич, первый заместитель директора Якутского научно-исследовательского сельского хозяйства имени М.Г. подразделения Якутского научного центра Сибирского отделения Российской Академии Наук. Приказ по нашему институту, хорошо, да?
Почетной грамотой награждается Чесыма Роза Ваильевна, главный научный сотрудник Сибирского института за значительный труд по независимости научной работы, имеющий важное значение для научной практики. Директор Следственного комитета Почетной грамотой награждается Лугажапов Санзанды Владимирович. Член-корреспондент Российской академии наук. Ну тогда я хотел бы сказать всем огромное спасибо за сегодня за такую плодотворную работу Михаилу Семеновичу Санникову, за то, что он же настоящий патриот, очень душой болеет за сельское хозяйство, сам пришел, выступил и очень хорошо выступил. Он всегда такой, и директор совхоза, и председатель комитета в парламенте был, и у нас в сельхозакадемии доцентом работал. Сейчас он работает, я не знаю, но у нас все время работал и учил студентов. Так что он настоящий патриот из Мегино-Камбаларского вуза. Да. Все надо, на самом деле, все с компенсацией надо даже. Да. Ну и спасибо, конечно, Сюльскому нашему коллеге, тоже, который сейчас в общественной палате представляет председатель комитета Сергей Августович. Если его представить, то он работал до недавнего времени в театре оперы балета. Вот, так что человек у нас он известный. Да, ну и всем, кто сегодня пришел, поддержал, выступили, пожелания. Но особенно теплые слова хочется передать Михаилу Петровичу Лебедеву, нашему руководителю, который от начала до конца вместе с нами выделил время, все залы, всю аппаратуру нам, хотя мы в одну организацию, но все равно все это как бы мы сюда не каждый день ходим, тут жить. А крупные мероприятия тут проводятся. У нас в институте дело, завтра институт наш посмотрите, а другие слова благодарности я скажу завтра вам в институте, хорошо, да? Поэтому давайте Михаила Петровича благодарим, да? На этом разрешите сегодняшнее мероприятие завершить, да? Теперь у нас по плану мы сейчас. Привалов подключился. Привалов подключился в Зуме. Беларусь. Ну давайте, Он хотел доклад. Давайте, Привалов, давайте просто где он находится. Привалов. Сейчас. Микрофон надо включить. Здравствуйте, белорусского. О, хорошо. Здравствуйте. Вы меня включили, я просто извиняюсь, разговаривал по телефону с Сергеем. Алло. Здравствуйте. Вы говорите, Петр Иванович, говорите. Слышно, все хорошо. Уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые участники форума научно-практического. Я очень рад, что мы встретились, говорим. Я прошу, чтобы включили мою презентацию нам. Значит, нам не удалось нигде наехать, я где-то наехал, с Москвы не вылетел, и чуть добрался обратно в Минск, билетов не было.
Но это уже другие подробности. Включите, пожалуйста, презентацию. Вы нам не передавали презентацию. Слышно меня? Отключите демонстрацию. Включите, пожалуйста. Федор Иванович, вы сами включаете презентацию. Нажимайте на зеленую кнопку посередине. Федор Иванович, вы меня слышите? Да, я слышу. Это Донченко говорит, академик. Вы знаете, что, Федор Иванович, мы уже целый день работаем. Я хочу что сказать. Я ехал и вез две награды, две медали от нас. Выписанные очень ценятся медали. Ну и другие медалёзы, я их, конечно, передам. Я хочу всех поздравить, мне было интересно услышать, что там происходит в России, в Якутии. Это было очень интересно, я слушал. Но вот прослушали, когда по телефону даже я хочу всех поздравить, пожелать добра, благополучия, удачи и особенно важно это время здоровья. У нас, вот я что хотел бы заострить, мы создали национальный банк, и в банке у нас сегодняшний день уже 88 тысяч образцов хранится семян. И у вас есть в Якутске, и мне бы хотелось, так как у вас короткое лето, и мы можем там нашли более скороспелые культуры и нашли общий язык на эту тему, на обмен семенами. У нас имеется 680 сортов создано нас, и из 5000 гектаров башни наши сорта занимают в Беларуси 80%. Я думаю, что мы найдем здесь очень найдем хорошую работу в этом направлении. Ну и тогда, как вы спешите, я не буду тогда уже говорить, повторяться, там презентация есть, если желание есть. Мы и текст я передал туда тоже есть, поэтому большое спасибо, что подключились, и еще раз поздравляю и приглашаю к нам. У нас в самом центре 1100 гектаров опытных полей. Я хотел вам их показать и рассказать немножко. Но спасибо. Спасибо вам. Спасибо. У нас сибирское отделение имеет 1500 сортов всех сельскохозяйственных культур. Поэтому этот вопрос очень интересен. И будем с вами работать. Спасибо. Обнимаем. Спасибо, я тоже.